Э, Ребят, все привет, кто есть. Посмотрите, пожалуйста, есть ли видео, есть ли звук. Началась ли трансляция? Идет трансляция или нет? Да, все окей, трансляция пошла, вижу. Все отлично. Слава тебе, Господи. Все запустилось. Всегда какие-то танцы с бубнами. Так, всем привет, кто есть а, или кто присоединится потом. Давайте-то потихонечку начинать. Сегодня выбрал такую интересную тему, на самом деле, которая волновала меня в первую очередь, поэтому, наверное, захотел ее посмотреть. Речь пойдет сегодня о том, почему большинство участников рынка так или иначе пропускают самый интересный период, но больше мы привыкли называть это дном, я называю это таким периодом накопления. И вот по статистике, на самом деле, порядка 7% инвесторов реально покупают вот в этот период времени. А большая часть, то есть порядка 93%, статистика Glassnode, как раз-таки либо заходят на эмоциях тогда, когда не нужно, либо покупают тогда, когда уже, ну, либо не покупают тогда, когда нужно. Вот так, наверное, правильно будет сказать. Мне кажется, потому что всегда этот период выглядит одинаково. Выглядит он как максимальный страх, то есть большинство участников рынка просто боятся сделать какой-либо шаг. Максимально негатив и фат в средствах массовой информации. Ну и желание, конечно, максимально подождать. Вот именно в этот момент как раз-таки формируется лучшая точка входа. И на самом деле об этом феномене написал Марк Дуглас в книге «Торговля в зоне». Речь там пошла о такой фразе, как паралич перед кнопкой. Это когда анализ говорит «покупай», все индикаторы находятся максимально в перепроданности, то есть условно и фундаментальная часть говорит «покупай», и техническая часть говорит «покупай», а рука не двигается, чтобы сделать покупку. И на самом деле вот речь идет о том, что это такой некий биологический баг, когда мозг воспринимает падение рынка как физическую угрозу и блокирует любое действие. И по сути, чтобы получить профит, нужно научиться мыслить прогнозами. То есть не прогнозами, а вероятностями. Вот то, о чем мы, наверное, говорили в прошлом стриме тоже. Это не тогда, когда я знаю, что цена пойдет вот туда-то, значит, и вот я 100% буду покупать. По сути, что такое вероятность? Ну, это некая среда, и рынок вообще в целом, это некая среда, где может произойти все, что угодно. То есть, ну, банально, да? Предсказать это невозможно. Никаких вариантов на предсказание быть, ну, не может. Поэтому именно в этой части вот стоит, наверное, полагаться на некое управление в этот момент какими-то событиями, да, на которые ты можешь повлиять, чем пытаться предсказать и прогнозировать рынок. Нужно принять риск, а не пытаться угадать, куда пойдет рынок. Вот так, наверное, сказать правильно. И вот прежде чем мы начнем, ну, мы, наверное, сейчас перейдем вот к техническому анализу биткоина, посмотрим, какими алгоритмами можно это поменять, то есть в какой момент мы могли бы принимать те или иные решения, и возможно ли их принять вообще. Или существуют какие-то алгоритмы принятия таких решений. И мы об этом поговорим с нашим гостем. Я думаю, что все уже видели в заголовке, что у нас в гостях в очередной раз МС. МС, приветствую тебя. Приветствую вас всех.
Вот, в целом я вот такую картину, наверное, изложил, и если сейчас говорить о том, с чего бы хотелось бы начать, вот прям сразу, да, именно вот с этой тематики, прежде чем мы начнем рассматривать графики и так далее, все это понятно. Мне кажется, что вот один из таких основополагающих моментов, и первый, наверное, вопрос, который бы хотел бы задать сразу же вам, прямо в начале этого стрима, это что, как бы, какая вероятность, ну, вопрос виден сейчас, да, что страшнее на дне, потерять еще часть какую-то депозита и увидеть, когда, ну, рынок уходит без тебя, или, ну, или как, то есть потерять часть депозита или увидеть, когда рынок уходит без тебя. То есть что страшнее, испытать фома или все-таки сыграть на часть депозита, ну, наверное. Вот это первый вопрос, который бы хотел я задать, когда вы понимаете, что рынок уже э, достоин того, чтобы на него обратить внимание. У меня есть ответ, но он как раз не написан в карточке совершенно. Отлично. А, В этом-то и да, весь смысл. Да, отлично. в этой карточке нет ответа. Ответ совершенно в другом. Любые решения любой трейдер принимает только после того, когда подтвержден тренд. Если вы на графике видите, что начался тренд, и у вас есть индикаторы, которые подтверждают тренд, паттерны сетапа, которые подтверждают тренд, а, после того, как вы устанавливаете для себя, что вы входите в конкретную сделку, где, когда, почем и сколько, только после этого вы начинаете торговать. Естественно, без стоп-лоссов залазить в трейдинг это, ну, глупо совершенно. Поэтому э, потерять можно на любом тренде, на растущем, на падающем. Любой самоуверенный человек, и не только самоуверенный, а и любой профессионал может потерять ввиду того, что данный рынок, именно криптовалют, он в зародыше еще, и он не управляется, не регламентируется. Тот же самый закон Кларити до сих пор не принят, который может регулировать этот рынок. Пока да, пока его Поэтому, нету. ну вот. В целом, ну, в целом понятно. Тогда, Если ответить на конкретную карточку, что страшнее на дне люди боятся. Все знают правила, что надо покупать, когда по улицам идет кровь, но каждый человек для себя принимает то, что у каждого дна есть еще следующее дно. Поэтому люди боятся. Но это опять же, это только психология трейдинга. Как и Марк Дуглас пишет у себя зональный трейдинг. Он не торговля в зоне, а зональный трейдинг. Книга так называется. ну да, смотрите, тогда у меня второй вопрос. Ведь каждый раз, помимо страха просто, что это будет дно, еще возникает ситуация, когда мы всегда, значит, видим какую-то историю, ну типа крах какой-то биржи, какие-то события еще следовали за этим, как правило. А, Есть ли такое вот основание полагать, что и сейчас такое же событие может какое-то произойти? Хоть какое-то. Вы больше в новостном поле находитесь, наверное, чем я в этой части. Ну, смотрите, опять же, берем любую биржу, которая падала. MTGOX. Она упала не из-за того, что у них какие-то там были проблемы, а из-за того, что они неправильно регулировали торговлю. Это первое. Второе, из-за чего FTX. Жадность, воровство обыкновенное. То есть это человеческий фактор в первую очередь. Поэтому все крахи этих бирж происходят не тогда, когда там прям страшно или еще чего-то, а происходит от того, что пришел момент, там, допустим, смошенничать, тому же самому этому Фриду, Сэму. Вот ему как раз вот он на FTX и всех обманул. MTGOX, что они сделали? Обманули. Тот же самый, там, допустим, на каких-то монетах очень крупных падений, когда Луна упала, тоже, это же тоже мошенничество было. Неправильный расчет, неправильная торговля, неправильно рассчитали они свои депозиты, из-за чего у них провалился этот, привязка вот этой Луны к этому, как он к стабильной их монете. Это все причины, первопричины, которые являются неправильное регулирование.
Пока не будет правильного регулирования, это Дикий Запад. Ну, я так думаю. Я ошибаюсь наверняка 100%, но я думаю, что это Дикий Запад именно в этом. Мгм. Так, сейчас секундочку. У меня почему-то пропала возможность выводить зум. Куда-то он делся. Сейчас я попробую его настроить, и мы продолжим, потому что Я если вижу ваш график. вы его видите, а я его не видят ребята. То есть, когда я перевожу на Все Zoom, видят. В Ютубе все видим. не-не-не, мой график вы видите, когда я перевожу на Zoom, мы не видим ничего, черный экран. Непонятно Все почему. видно. Ничего не пропало, все видно. Не, вы сейчас Zoom видите на экране себя, Вот нашу сейчас конференцию? Нет, Вот, тут черный был экран. моргнул. Вот опять черный. Да, Это как фонарик на крыше. Моргает, не моргает. он почему-то не Может быть, хочет. не трогать ничего. Нет, я Zoom должен вывести. О, все, вывел что-то. Zoom чего-то маленькое вывел. Сейчас попробую побольше сделать. Почему-то странно. Ну и чем мы вот так будем? Опять. Было хорошо. Черный экран? Сейчас вижу мышку. Нет, сейчас, секундочку. Почему он не выводит конференцию? Странно очень. Он вместо конференции выводит черный экран. Очень странно. Вообще нет конференции. Боюсь, что при таком раскладе я не смогу дать вам возможность показывать экран. Не пока, ну не давайте. Показывайте свой, как было в предыдущий раз. Верните ваш экран с вашим Не, графиком. Все мой-то отлично. есть, вот он. Мой-то Сейчас он есть. черный экран. Нет, сейчас вернется, это задержка идет чуть-чуть. Я даже здесь Все равно почему-то... черный. Не может быть, сейчас будет. Почему-то даже здесь у себя, у меня есть зум-конференция. Вот график появился. Больше ничего не Появился, трогайте. да? Да, не Те- трогайте ничего. Мгм. Это я имею в виду появился в YouTube. Да-да-да, сейчас буквально минутку. Да, ну график, что, биткоина сразу же открыл я, просто для того, чтобы перевести его на более старшие таймфреймы, ну, можно на недельку. И убрать сейчас лишнее все с него, чтобы он не мешался. Вот. И просто посмотреть периоды. У меня почему-то вот глубокое убеждение, что об этих 7%, о которых говорят они, да, ну вот я его здесь отметил. То есть это же ведь дно рынка, мы что называем дном? Все пытаются поймать минимальную стоимость цены. Диапазонную цену не ловят. Если помните, 23 год, да, это же 23 год, я даже публиковал в телеграм-канале. На удивление, это не так часто происходит. Я попал в эти самые 7% и купил по 25, что ли, или по 26 биткоин. Я прям публиковал эту сделку, показывал ее в открытую. И причем, когда я ее покупал, я сейчас попытаюсь показать. То есть есть же много всяких, да, алгоритмов, при которых мы можем увидеть. Там есть MVRV индикатор. Кстати, могу сразу их показать. Сейчас, если быстро найду. Метрик вы имеете в виду. Да, метрик внутри, индикаторы метрики внутрисетевой активности, где он тут здесь есть, он очень хороший тоже индикатор, который при единичке, близко к единичке показывает дно. Ну, это Z-score, здесь чистого MVRV, по-моему, нету. А где чистый MVRV? Был у меня вроде. В поиске наберите Вот он, выше. вот он. Видно, да, его? Он когда в районе единички, вот один, сколько здесь было? Здесь было 1,74, здесь вот в самом низу он 1,20. Это уже дно. Когда больше двух, 2,60, 2,50, это хай. Очень простой индикатор, и никогда особо за это весь период не ошибался. И вот я что хотел сказать, что вот сейчас он 1,17, он даже ниже, чем вот тот период, который я сейчас показал. Тот период был, нет, не ниже, ну практически так же, там 1,12 было. Сейчас он достигал отметки в 1,13 тоже уже достиг. То есть фактически сейчас он находится вот на том периоде, на котором было вот это. То есть можно уже начинать предполагать, что может быть уже начало формирования дна. Не факт, что это будет в районе 60, это может быть от 40 до 60. Потому что здесь дно формировалось от 16 до 24. То есть, ну, почти там, ну, 8 тысяч разбег. В то время это 50, ну, 50% цены от дна.
То есть здесь вариант того, что произойдет 40, 45, и разбег будет от 60 до 45, потенциально может быть. Логично? Есть еще один индикатор, очень интересный, который вот тогда, сейчас я его если найду, который можно применять. Я его скину потом в телеграм-канал. Вот он. У меня стоит он. Он называется Positive Volume. Но он работает на дневке, не на недельке. Он работает на дневном таймфрейме. И он очень четко показывает пересечение 255-дневной кривой. Эта кривая настроена на объем, на усредненный объем, скажем так. Вот усредненный объем пересекает, значит, график цены. И когда идет пересечение снизу вверх или сверху вниз, ну, практически во всех периодах, вот я могу прям просто их тупо рисовать, вот во всех периодах он отлично себя проявлял. Либо в обратную сторону, либо в обратную сторону. Вот период накопления под ней. И вот сейчас падение было когда. Вернул обратно сюда. И вот сейчас слив. И вот пересечение обратно в рост. И пересечение обратно в слив. И вот где он сейчас находится. Очень глубоко и очень далеко. Он сейчас находится примерно, если взять по аналогии с 20-ми годами, он сейчас находится вот здесь. То есть я почему-то предположил, что уже сейчас где-то примерно максимальная цена диапазона формирования дна. Вот сейчас идет. То есть я в целом вижу, что потенциал снижения к 60 он сохраняется. И в обзорах в телеге кидал об этом там мнение. Но мне такое ощущение, что мы начинаем формировать дно рынка. И вот сейчас как раз-таки начинается уже, да, кто-то даже где-то, не помню, в вашем чате или у меня в чате, мой чат меньше говорит, в вашем, по-моему, кто-то уже писал, что начали выстреливать всякие там новости пугающие, которые мы слышали, я не помню когда. 20-й это был год, по-моему, пандемия, да, или позже. Ну, как раз когда вот этот вот период был падения, когда все говорили о том, что все, закончился рынок, все сейчас потеряют все, биткоин будет стоить ноль, значит, восстановления не будет никакого, мы ушли на 10, 20, 30, неизвестно сколько лет в каменный век. И вот сейчас пока еще этого активно нет, но начинают проблески появляться. Вот так, мне кажется, может происходить. Причем самое интересное, что даже какие-то фрактальные элементы, да, хотя это трудно назвать фракталами, тоже показывал еще в тот раз, вот наблюдаем уже когда там, с 25-го года, да, эту историю. С 25-го года, это мой товарищ с фондового рынка мне показал, друг мой, говорит, посмотри, какая интересная картина. И вот я с тех пор за этой картиной как бы наблюдаю. Фракталы, они тоже в какой-то степени работают, но это условный фрактал. И он продолжает работать. Исполнения его в стопроцентной динамике, конечно, нет. Но если говорить опять-таки о том периоде, который я сейчас показал, то вот начало формирования, оно сходится с этим фракталом. Естественно, это не какая там никакое желание 100%, что это произойдет, но это может быть, причем здесь трендовая тоже проходит, она вот по этим точкам, по двум проходит, она такая очень глобальная. Условно ее можно назвать трендовой, но она трендовая, и поэтому окунуться в нее тоже может быть касание, а это в зоне 50. 45, конечно, проблема, а вот в зоне 50 это может произойти. И еще один последний момент, который бы хотел сказать по битку. У меня почему-то сложилось такое мнение, что в тот раз мы как-то очень странно прошли. Это, естественно, это очень маленький шанс на то, что это произойдет, с учетом прихода институционального капитала. Вообще вряд ли. Но я наблюдал за отметкой в 30 тысяч и видел, как эта отметка себя проявляла. Ну, я думаю, все видели, да, не только я один. Как она себя проявляла во все периоды. Вот она. То есть ее периоды консолидации в качестве поддержки, в качестве поддержки и в качестве сопротивления. Да? И вдруг в какой-то момент времени просто бам, и мы ее прошли. Технически интересная история. С точки зрения интереса крупного капитала,
но опять-таки тоже алгоритмически, пока эта отметка остается в очень маленьком интересе. Вот она здесь есть, видим, на дневном таймфрейме, а на больших, по-моему, там ее и вообще, кажется, нет. А может и есть. Нет, есть. На недельке тоже есть. Но это совсем низко и маловероятно. На месяц посмотрю. На месяц, наверное, вообще ничего не будет. Нет. Такой потенциал тоже может быть, но вряд ли. Основная зона интереса, вот недельку я беру, самая яркая, самая крутая, вот она. 50-60. Вот здесь может начаться формирование дна, и если не пугаться и не бояться и действовать правильно, то здесь можно, мы об этом сейчас чуть попозже поговорим еще, какие варианты есть развития событий, можно, значит, начать уже об этом задуматься. Недавно одна моя, вернее, знакомая задала вопрос, так хорошо выглядит доллар. Он типа стоит уже там копейки, когда мне его покупать? Все говорят, он пойдет на 60, и рядом стоит товарищ, тоже говорит, точно будет 60 рублей за доллар. Я говорю, слушай, зачем тебе ждать, точно или не точно? А может быть, ты сейчас купишь, тебе нужно, там оборудование какое-то покупать там нужно. Я говорю, большая сумма, да, большая. Я говорю, ну а зачем ты ждешь тогда? Начни покупать сейчас, купи на 30%, посмотри, что будет. Упадет на 72, купишь еще, упадет на 68, купишь еще. Вот в такой логике. И мне такое ощущение, что там начались покупки. Не жалею о том, что дал такую рекомендацию. И вот здесь, например, уже в зоне 60 я начну задумываться о первых покупках. Что вы по этому поводу думаете, МС? Хороший план. Покупайте. У вас нет такого плана? У меня план есть, я его выполняю, слава богу, пятилетку за 3 года. Я закончил набирать альты, пока закончил. Ну, альты, они вообще А, прям там они в подарки, да, все? Что? Все, конечно, замечательная цена. Цена ниже 19 года у некоторых. Бери, не хочу. Жду, когда, может быть, еще там дыш упадет опять на 17, это 40, как я говорил. Может быть, упадет. Ну вот, кстати, По эфир. поводу, по поводу биткоина. Вот, ну, я не знаю, как люди уже несколько раз пообжигались, не покупая биткоин. И очень многие говорят, там надо его покупать. Ну, а почему бы нет? Если вот, например, есть обыкновенная стратегия покупать каждую неделю, к примеру, на $100, если у вас эти деньги есть. Если у вас есть 1000 рублей, например, в неделю свободно, ну, покупайте на 1000 рублей каждую неделю. И неважно, какая цена, в итоге выстрелит. Почему выстрелит? Ну, давайте возьмем стратегию Майкла Сейлора и крупных игроков. Все крупные игроки, горизонт планирования 30 лет. Угу. Если у них горизонт планирования 30 лет, и пускай даже он будет от сегодняшних цен, к примеру, в 3, 5, в 10 раз выше, то вкладывая сегодня 1000 рублей, через некоторое время вы получите 5000 рублей на каждую вложенную 1000. То есть почему нет? Хорошая стратегия. Но это опять же, каждый для себя сам принимает решение, когда его покупать. Что конкретно я думаю по поводу биткоина? Я думаю, что на сегодняшний день крупные национальные игроки, а, понимая, что они очень сильно обобрали данный рынок, но в принципе у них это и есть цель обобрать, они пытаются выдавить более мелких игроков. Институционалы намного выше крупных трейдеров. Но крупные трейдеры, они умные, они именно поэтому называются трейдерами, что они... Вот опять там что-то у вас скакануло. Ага, вот так. Крупные игроки, имеется в виду трейдеры, они торгуют. Им не обязательно держать большие суммы на балансе. Но, опять же, та же самая метрика, которая показывает, в какой области находятся крупные кошельки, которые набирали там от 1000 до 10 тысяч. Они в убытке. Значит, у них есть убыток. Значит, крупным игрокам, еще более крупным институционалам, есть смысл давить цену дальше, чтобы дойти до критической цены, когда крупный игрок, крупный трейдер хочет продать. Мелкие игроки, там от 0,00 биткоина до 1,1 биткоина или 1,01 биткоина, они вообще в расчет не берут, потому что и так люди продадут просто от того, что сказать какую-нибудь новость страшную. У нас же люди любят торговать по новостям, а не по графику.
Вот, достаточно просто напугать. То есть кричишь очень громко «бу», и все продают. Мгм. Понятно. Тогда давайте еще один вопрос зададим. Ну я уже это задал. Да, Тогда следующий вот, вопрос. А, давайте. тоже вы на него ответили. Можно ли считать трейдинг азартной игрой, когда ты в азарте откупаешь дно, да, условно? Это А, чистая психология. да. Или это все-таки расчет? Это чистая психология. Чистая психология. У нас лично я очень знаю мало, прям можно сказать, одного из тысячи людей, которые 100% торгуют с холодной головой. Просто с холодной. Все остальные на эмоции, без какого-либо плана. Плана нет ни у кого. План схватить, а потом что с ним делать, уже решим, когда схватили. Примерно так. А потом они кричат, что мой депозит слитый, потому что кто-то сказал бери, и я взял. Или самоуверенность, когда рисуешь желтые стрелки вверх, а потом бац, и нет депозита. Хорошо, тогда вот многие же, как раз таки вот следующий вопрос, то есть покупка, ну здесь эфир приводится в пример, а на самом деле это же может быть не только эфир, любой альткоин. Это же зачастую бывает еще и вера в технологию, Будем когда, говорить о как, вере. да, ну я, нет, в технологию о вере говорить не будем, слава Вера в богу, технологии– не это то же здесь нужно самое. об этом говорить. Ну да, почему я альты, собственно говоря, в принципе рассматриваю как исключительно спекулятивный инструмент, и то там высоколиквидные. Но эфир, окей, там сейчас Solana или те, которые пойдут к конституциональному интересу. Или есть вариант, что они туда придут. Потому что есть же люди, которые просто и давно это происходит, из года в год уходят одни, подрастает следующее поколение, узнает о технологии блокчейна, крипторынке, потом посмотрят на ютубе какого-нибудь чувака на Феррари в Дубае, решат, что вот я тоже так хочу, сейчас я тут залечу и куплю какую-нибудь новую историю, которую мне рассказал другой чувак в интернете, и что Все это, чуваки, да, все все, убьет чу- на свете и все, принесет все, миллионы. чу- все чуваки на Феррари в Дубаях берут в аренду на час Феррари, чтобы сфотографироваться. Они даже ключи не берут. Ну, не все об этом знают. Ну, там не Да? все такие, скажем так, есть, которые действительно могут Тогда это купить. Но, но, кто? Кто может но купить это из это не про крипто такси, людей. Крипто людей таксисты, там единицы. таксисты, да, таксист из Германии может купить? Но большинство все-таки ведется на то, что какая-то технология в альткоине может изменить. Потому что сама технология, она прикольная. С точки зрения верификации технология отличная, да? То есть ее никто не отменял. Она существует. Но применение к ней в таком глобальном масштабе, о котором там рассказывают различные проекты, оно не всегда получается. И На прошлой неделе, большей частью на нет. прошлой неделе генеральный директор компании JP Morgan, которая Diamond, Мгм. Diamond конкретно сказал, в криптовалюте технологий нет. В самой криптовалюте или вообще технология Вообще, вообще в он дословно, я не знаю, что он имел в виду, в голову не Он, залезешь, я но говорю о том, он имел в виду, что в самом вот этом понятии криптовалюта нет, а в блокчейн он не может сказать, что нет технологии. Но это невозможно. Это значит, он либо дурак, либо вы неправильно его поняли. В самом блокчейне есть технология. Технология верификации. Google переводчик Ну, наверное, Google переводчик, может быть, там ошибся. В самой криптовалюте, окей, ошибся. он имеет в виду что? Что сама криптовалюта, как элемент условно денежно-кредитной политики альтернативной, да, какой-то, где отдельно она, ну как нет. То есть сейчас крупные фонды стали ее использовать. Ну, понятно, что это часть хайпа, который перерос из условного интереса к традиционным активам сейчас в альтернативный актив. На этом играют Ком- крупный капитал. Но не тот крупный капитал, который можно себе было бы представить. Но он достаточно крупный. То есть Берем 2 самый триллиона, крупный, да, там с лишним. берем самый крупный капитал, 30 триллионов свободных денег, 30 триллионов. Компания Vanguard объявила, Vanguard, э, BlackRock, State Street. объ- объявила 3 или 4 месяца назад о том, что они готовы рассмотреть вопрос покупки биткоина на баланс и попробовать с ним поиграть.
Конечно. Месяц назад компания Vanguard сказала, что криптовалюта не имеет собой никакого обоснования для того, чтобы мы в нее зашли. И Vanguard не купил до сегодняшнего дня пока. Или, по крайней мере, публично не купил ничего. А они не будут ничего покупать. А зачем? То есть эти компании, то есть ты куда ни ткнешься, есть очень пару хороших, не так давно, на двух каналах, которые я смотрю, очень интересные каналы. Один это, который написал книжку Духлес, если помните, Минаев. Второй чувак, тоже уже достаточно известный в сети, Файп, он преподаватель, по-моему, вышки, историк. Историк или экономист-историк, не могу точно сказать кто, но достаточно такие грамотные люди. А у них вышли на канал, у обоих, по-моему, с каким-то периодом вышел Storytel, касающийся BlackRock. То они очень сильно разбираются, очень сильно глубоко лезут в каждую тему. И, в принципе, ничего там нового они не сказали. Единственное, просто очень удобно это посмотреть с точки зрения просто информативности. Куда ни плюнешь, везде торчат уши трех компаний. Везде. Это BlackRock, это Vanguard и это State Street. Вот просто в каждой компании, которую вы на слуху где-либо слышали, обязательно есть их участие. Но есть одно но. Это не они покупают в прямом смысле слова часть этой компании. Они покупают для. Они покупают для. А покупают для кого? То есть, если у вас большие деньги, хорошие, как правило, за рубежом, и грамотные финансисты, подскажут своим нанимателям о том, что держать деньги просто на счету в банке не надо. Более того, их даже не надо держать на своем счету с точки зрения акций. Создаются частные фонды. Там нету концов, и в этот частный фонд залезть и концов точно не найдешь. Это что-то типа, сейчас придумали у нас паевых инвестиционных фондов тоже, когда тебе нужно куда-то деньги деть, и так, чтобы до тебя не докопались и ничего у тебя не отняли. Вот ты туда это загоняешь и ищи там потом, попробуй что-нибудь найти. Вот здесь Что такая же вы история. думаете? Что вы думаете по поводу того, что банки начинают людям предлагать хранение и покупку биткоина, эфира, Какие именно? Солану? Да, многие банки импортные, они же сейчас бьются с Clarity. Но они же не напрямую же. Или, например, Сбербанк. Через ETF вы имеете в виду? Нет, они выпустили Сбербанк Сбербанк, я не знаю, что выпустил, буквально еще не слышал. недавно совершенно, и где-то у меня в новостях даже выходил, я специально сбрасывал, о том, что Сбербанк рассматривает возможность продажи криптовалюты официально в Российской Федерации. Что вы думаете по этому? Смотрите, я думаю, что у нас 5 лет назад был большой саботаж со стороны главы Центрального банка. Я уже об этом говорил. Вы А, имеете в виду Я Схиб имею, Задовну? я имею в виду Задовну Схип, да. Простите меня за такое отношение к Схиб женщине, Задов. но я не имею в виду женщину, я имею в виду Ну, руководителя саботаж, да, да, такой саботаж есть. величины, я имею в виду. Ни в коем случае не хотелось переходить на личности. Вот. Здесь был в чистом виде саботаж. И этот саботаж доносился до первого лица, и первое лицо, соответственно, принимая вокруг огромный объем информации, в этом саботаже невольно тоже участвовал. Хотя я знаю, что он максимально контролирует там все основные, касающиеся безопасности страны вопросы. В тот момент, когда саботаж этот происходил, он происходил как раз на фоне того, что действовало достаточно серьезное санкционное давление в отношении России. И единственное, что было разрешено на тот момент в глобальном масштабе, это попытка откупаться через альтернативные финансы внешним игрокам. Ну, игрокам по ВЭДу, по внешней экономической деятельности. Все. А то, что внутри страны было остановлено фактически взаимодействие у людей с любыми внешними источниками, у простых людей и даже у небольших компаний, об этом никто не задумался. Поэтому за весь этот период саботажа, за 5-6 лет, очень много бизнеса ушло в тень, связанный в основном с тезером или с битком. Но тезер, он так уже себя зарекомендовал. Быстрые транзакции, TRC-20 на троне. Уверяю вас, не просто уверяю, знаю лично и этим пользуюсь. Работает Горбуша, так? Вся. А это крупнейший рынок Москвы с точки зрения гаджетов и всех технологических этих вещей. И работают так практически все автозапчасти.
И еще много чего, что требует в любом случае иностранного участия. Неважно, от дружественных это странах, недружественных, назовите их как угодно. И фактически за 5 лет она сформировала огромный теневой кластер, огромнейший своими действиями, отказом от регуляторной политики, которая уже тогда проявлялась. На тот момент ее было мало. Только-только начинал каким-то образом работать Дубай. Да? Потихонечку они начали песочницу какую-то там разводить. Что-то пытались сделать в Латинской Америке. Да? Этот Букалеп появился со своими там идеями фондов и так далее. Тогда еще никто об этом не разговаривал нигде. Только пытались что-то там говорить. Вот. Она могла здесь сделать регуляторную политику нормальную, а у нас сам Бог велел, как говорится, в тот момент, да, пойти по такому пути. Это не значит, что надо было внедрить во всю экосистему. Никто не говорит, что надо было взять и там условно заменить основную валюту, да, то есть какие-то элементы государственности поставить под угрозу. Нет, нужно было запустить песочницу, пускай там в одном, в двух регионах, под полным контролем, посмотреть, как работает регуляция, можно ли ее взять под контроль и убрать теневой рынок. А теневой рынок сформировался в таких объемах, что сейчас, когда ты находишься в ситуации, когда тебе нужны просто банально деньги, тебя обрезали с иглы нефтяной, режут, как только могут. Более того, не только режут, еще и логистику и цепочки поставок тебе обрезают, что не давая тебе возможность еще и в нужной ценовой политике работать. Тебе давление продолжает оказываться в любом случае на твоих партнеров со всех сторон, да. История будет продолжаться независимо от того, закончится ли эта вакханалия на Украине или не закончится. Она все равно будет продолжаться, так или иначе. Это просто хороший повод. Не этот был бы, к сожалению, нашли бы другой. Ну, не такая жирная и вкусная история, которую, ну, оставлять никто не хочет. Это банально понятно любому здравомыслящему человеку. И, естественно, они будут делать все, чтобы у тебя было куча проблем и с внутренними транзакциями, и с внешними транзакциями, и вообще в целом в твоей экономике. Но ты упускаешь, создаешь черный рынок, и этот черный рынок не платит налоги. Ты поднимаешь ставку утильсбора на машины для условно среднего класса, который в России нет, то есть поднимаешь стоимость утиля машины через 30 лет дороже, чем сам автомобиль, потому что у тебя нет денег. И причем вопрос прямой, когда задается первому лицу, он так отвечает: ну, что тут это, душой кривить? Ну, деньги нужны. Он прям сказал на своем этом ежегодном выступлении. Ну, потому что так и есть. Но за это время, за 5 лет, вы можете себе представить теневой рынок, сколько бы принес бы денег? На элементарных транзакциях просто. Я говорю, колоссальные деньги. Все покупалось. И айфоны, и вся техника, вся электроника, и для крупных производителей, для мелких производителей. Все шло исключительно через крипту. Другого пути в принципе не было. То есть ты не можешь перегнать деньги тупо в юани, потому что те юани и тот UnionPay, который в России, это не тот UnionPay, который у них. То есть ты не можешь привязать UnionPay, например, к инструментам Китая. Ну, вот у тебя карточка UnionPay, ты не можешь взять и Alipay себе подключить или подключить себе WeChat, потому что он другой, он у тебя, как сказать, франшизный. Да, это не единая история. Я считаю, что сейчас они, пытаясь выкрутиться из этой истории, будут создавать все прозрачные белые инструменты для того, чтобы просто с этого рынка получить свой кусок. А кусок получается не только оттуда. Они сейчас практически полностью забили малый бизнес с точки зрения на фискальной политике. Да, то есть 5-6% ИП и УСН уходит на 10 миллионов порога. Дальше ты переходишь в неснижаемый НДС плюс 5%. Тебя также бьют с точки зрения подоходного налога, он поднялся. НДС сейчас чуть ли не седьмой, по-моему, в мире или пятый в мире, 22%. Ну, не считая еда там 10%. Условно снимаются программы, остались, по-моему, только, я не помню сколько, только, по-моему, осталось, да, для таких песочниц высокотехнологичных, и то, если твой продукт исключительно там онлайн, либо исключительно высокие технологии. Там куча требований еще надо. И несколько регионов, которые ведут такую же политику. То есть, соответственно, у тебя сейчас, ну, условно тупо, да, вот представь, я сейчас делаю проект, например, SaaS. Я этот проект хочу запустить. В России мне этот проект будет стоить 50% стоимости, даже 60%. А в Дубае будет стоить 8%. Ну, вот банально. 8 или 60. То есть, условно, ты в 6-7 раз быстрее, пускай в 5 раз быстрее реализуешь и масштабируешь свой любой проект в Дубае, тупо вот здесь 4 часа лететь, чем в России. Ну, то есть вместо того, чтобы создавать кластер, чтобы здесь все замыкалось, она сделала так, что здесь все не замыкается. Особенно все продукты, связанные с финтехом. А финтех у нас должен был быть и, по идее, сейчас является одним из лучших в мире. Как на удивление. То есть, если ты возьмешь любое приложение, которое у нас есть с точки зрения банковских там инструментов, то оно на несколько этапов выше, чем где угодно.
Вот, собственно, это и было ключом к тому, что плата сейчас этого сумасшедшего Тинькова взлетела до каких-то небес. Просто там какие-то колоссальные цифры в Латинской Америке. Они просто привезли и показали инструмент, который там в жизни видать не видели. Сделали просто то же самое. Взяли Т-банк Тиньковский и реализовали его в Латинской Америке. И собрали какие-то колоссальные, сумасшедшие просто деньги. Ну, вложили, правда, большие деньги, ну и ответ там соответствующий. Поэтому я думаю, что все будет идти к тому, что сейчас регуляторно, она же подняла руку к виску и сказала, что она будет, значит, а, ну, все, что связано, значит, с законом, они сейчас максимально это все решат в 2026 году. И, соответственно, к этому времени они будут выстраивать механизмы. Я тоже на это, кстати, надеюсь, потому что проект мой там уже на финальной стадии реализации. Кстати, всем, вот, кто здесь есть, и я думаю, что и в твоем чате, я обязательно всех приглашу на альфа-тест абсолютно бесплатно, просто собрать обратную связь, посмотреть, как это все работает. Мы еще об этом поговорим. Но в целом, я думаю, что если в России регуляторную какую-то систему сделают, и проект, например, небольшой, до определенного периода времени, они смогут собирать с таких проектов достаточно неплохую рецензию. Но единственное, что они опять делают тупо. То есть из той информации, которую я слышал, для того, чтобы банально получить лицензию на обменник, хотя обменник это что, это витрина. То есть обменник же можно делать витриной. То есть есть два варианта обменника, когда у тебя все деньги находятся у тебя, либо ты выступаешь как микрофинансовая организация, когда у тебя ни хрена нет, у тебя за спиной банк. Можно, вот есть два вида микрофинансов, которые у себя деньги аккумулируют и которые используются как витрина банка. И обменник может быть как витрина банка, но 200-300 миллионов должно быть в загажнике. Ну, кто peer-to-peer обменник, условно, сколько бы ни было у него объема, я не знаю, какие объемы у него должны быть, если это нормальный белый обменник, а не не какие-то махинации с выводом из страны денег, а это вряд ли получится так просто сделать, э, то 200-300 миллионов, ну какой бизнес будет развиваться? Ну вот тебе условно ты делаешь продукт, связанный с криптой, пускай, да, какой угодно. Тебе нужно привязать туда кошелек. Ты можешь привязать туда кошелек, значит, у тебя появляется лицензионное регулирование. Причем оно несколько этапов происходит. Да? Есть те лицензии, которые тебе нужны, ну, условно, если это обменники или это там просто кошелек какой-то, это один тип лицензии. А если у тебя банковская операция или там биржа, это другой тип лицензии. Но условно, и для каждой из них должна быть разная степень страхового объема денег, который у тебя должно быть, да, для покрытия каких-то там издержек. Но ты заявляешь 200-300 миллионов, для маленького кошелька или маленького обменника. Естественно, никто этим платить такое не будет. Может быть, ума хватит ее немножко подвинуть влево или вправо, но сегодня вот информация, которая от ЦБ идет вот такая. То есть, условно, чтобы мне в SaaS-продукт, например, у меня автоматизированная торговая аналитическая система, платформа, да, в которой и блокчейн-технологии, и технологии. И мне нужно привязать просто обменник, чтобы людям было быстро. Условно, мне нужно привязать витрину, в которой человек зайдет и быстро, если ему нужно, условно получит крипту и загонит себе на свой счет в банке. Я не трогаю эти деньги. То есть он заходит через мою витрину. Нахрена мне 200-300 лямов замораживать? Ну просто 3-4 миллиона долларов. Так что сегодня поэтому она отдает предпочтение Сберу, готовым инструментам, но при этом она губит всю инфраструктуру. Все равно, то есть опять происходит некий саботаж. Вот из того, что вижу сейчас пока. То есть по идее, если ты хочешь вернуть для себя рынок, тебе нужно сделать так, чтобы средние игроки или малые игроки, или те, кто способен сделать сложную технологию или профинансировать сложную технологию, а крипта и все, что связано с биржей, с финтех-проектами, это сложная технология, это многоязыковая технология, это блокчейн-технология, это ИИ сейчас обязательно интегрированная туда. То есть это, ну, блин, это там 150 плюс тысяч строк кода, условно. Это до хрена. Ну, банально. Ты понимаешь, что заходит туда средний статистический игрок, который может там 20-30, условно от 10 до 50 миллионов инвестировать в проект. А если ты говоришь о том, что тебе еще ему 200-300 сверху надо дать, чтобы что, туда кошелек прилепить? Ну, что ты делаешь? Ты отдаешь это предпочтение ключевым национальным банкам, да, то есть у тебя зайдет Тинькофф, государствообразующие банки, да, условно, да, стратегические. Тинькофф, Сбер, ВТБ, Альфа выпадает из этой истории, потому что коммерческая. Ну вот все. 4-5 игроков. Ну, Россельхозбанк зайдет. Идиотский банк со своим приложением Ягодка. Недавно открывал там UnionPay, потому что единственная карта, у которого работает. Ну, дурацкий абсолютно банк. То есть ты тупо внутри своего личного кабинета не можешь второй счет открыть и привязать к карте.
У тебя есть, как вот в Тинькове, да, у тебя есть карта, ты хочешь там сделаешь ее долларовой, хочешь там сделаешь ее, а в этом Россельхозбанке они, мне кажется, еще там на комбайнах старых ездят. То есть ты не можешь это сделать. Потому что у меня вот такая мысль. МС вы здесь, там не уснул никто. О, Хотел сказать одним словом, накипело. накипело, да. Да, ну когда ты просто погружен в какую-то тему, Ну, связанную как раз с этим, да, ты с этим сталкиваешься, ну, конечно, ну, видишь, что... хорошо. Зато выпустили пар. Да. Давайте по эфиру. Где там карточка эфирная? Карточка эфирная. А карточка эфирная, что хотел? Я вот лично рисовал такое. Не знаю, что хотел. Два глаза без морды. Эфир вот по этому же индикатору, эфир сейчас в зоне покупки. Ну, прям вот в зоне покупки он вот так вот, вот так, вот так вот. И, А сколько ну, может быть зон покупки? не скажет никто. Да? Невозможно это Ну вот. предсказать. Ну, я, по крайней мере, не знаю человека, который может обозначить. Ну, циклы, ну, условно, они могут меняться от тяжести продукта, от его Но вот ликвидности. обратите внимание, что хаи поднимаются на индикаторе, а низы опускаются. То есть получается Здесь пока широкий диапазон. широкий диапазон. Ну, окей. Но здесь, когда он проскакивал, они тоже были внизу. Вот видите? Вот картина М, похожая прям. Я немного про другое. Вы посмотрите, что, во-первых, дивер на нем есть, причем дивер бычий, явно бычий, последний. Вы, кстати, можете расширить экран. Я починил Нет, пока. не надо. Я уже отключился. Зря. А я расшарил, Мне может. наоборот, вы только сказали, я обрадовался, пока вы говорили, я руки потер от радости, что мне ничего показывать. Я починил за это Да, время. да что ж такое-то, а? Да, я починил. Бывает. У меня вообще с ОБС своя история, а она, видимо, не очень ко мне, и я не очень к ней. Надо мне побольше стримить, вместо того, чтобы ролики записывать, и, может, Вот поработать. именно. Вам сколько раз говорили, давайте запилим стрим. А вы говорите, давайте поговорим по эфиру. Ну, вот давайте по него говорим. Что там у нас еще есть за карточки какие? А, за карточки, за карточки, за Есть? карточки. Да, есть всякие. Сейчас я посмотрю, что там у нас есть. Короче, для людей эфир в зоне покупки. Эфир в зоне покупки, да. Ну, по крайней мере, вот один из алгоритмов показывает его в зоне покупки. Ну, здесь про фат как раз-таки история. Ну, вроде об этом уже тоже Ну, поговорили. что там, что за Здесь фат? про фат. Ну, как когда фат именно в части регуляции, вот как раз-таки, да. То есть Ага. запретим это, запретим стейкинг, запретим крипту, не будем покупать Пугалки. крипту. Пугалки именно Карточка в номер части, 5, пугалки, да. да, именно в части как раз крипторынка, когда начинается вот такая история. Это повод как раз-таки выходить из позиции или сигнал для входа. То есть рынок упал, и тут начинается еще больше пугалок, чтобы народ продал по И еще стандартной ниже. схеме, купил дороже, продал дешевле. Да, я думаю, что так и есть. Ну, правильно, так и должно быть. Ну, а как еще необразованных людей пугать? Никто не хочет учиться. Все хотят, чтобы вам сказали, купи здесь, продай тут, и ты будешь богат. Дорого и богато. Но так не получается. Пока ты Так не сам не будешь бывает. принимать решения, да, будешь покупать на все деньги монету, а потом думать, что ж такое, она упала. Ну вот. Одна единственная монета на все последние $122, и она упала. Да. А что там Не, следующее было, я хоть посмотрю, я уже даже не помню. не знаю, у меня нет карточек, я вижу вот номер Вот, 5. Вот, значит, вот. есть у вас шестая карточка. Сто Есть. процентов. Есть. Вот она, Давайте, шестая карточка. жмите. А здесь как раз-таки то, что я больше... Тема, которая мне больше всего нравится. Какая? Когда речь идет как раз-таки... ну, я понимаю, что сейчас очень много людей это используют, но много еще старой школы, которые не очень хотят. И здесь как раз-таки речь идет о том, что ты можешь вот этот психологический фактор переложить на автоматизацию. И автоматизация сейчас в сегодняшней степени, как вы думаете, это признак профессионализма или все-таки это старая школа, которая считает слабость трейдера, который не может Это совладать со своими эмоциями? признак дурачины. Нет, подожди, такого вопроса не было. Нет, нет, это серьезно, 100%. А, Если человек для начала не обладает знаниями в области того, как формируются боты для
автоматизации признака торговли, вернее, например, по тренду вверх или вниз. А как быть насчет того, что боты некоторые заточены только на лонг или только на шорт, а люди не понимают, а он даже не понимает, куда он зашел, для чего, потому что он не знает вообще принципа этого торговли, а тут еще и боты ему дали. Алгоритмический трейдинг, он высокочастотный. И алгоритмическим высокочастотным трейдингом занимаются это крупные компании с большущим капиталом. И люди, не обладающими знаниями в этой области, пытаются зайти на автомате и говорят, сейчас я включу бота. И все, включил, денег нет. Как это в мультике. Здесь вопрос был как Оп, раз-таки в оп, части денег нет. трейдера, а не в части человека. Сначала вопрос был по трейдеру. Трейдер Вот не ты... человек? Давайте Нет, не. определимся. Вот я условно, а если он разобрался, Кто? а если он понимает, трейдер, ну, условно, Кто? ему нравится Какой? заниматься алгоритмической торговлей. Вот он сел, Поставьте, сам написал себе, сам сел и поставьте написал себе. плюс. Да, вот у нас там 3-4 человека смотрит. Поставьте плюс, кто считает себя профессиональным трейдером уровня могу себе запилить бота. Хорошо, а если он разобрался, как это работает, но сам бота запилить не может. Но понимает, что это за бот. Разобрался. Ну, знает, что такое грибот, понимает его функционал, как он работает. Это несложно. Сейчас на каждой бирже он есть. Там не надо много ума. У GPT спросил, что такое грибот и как он работает. Сколько грид-ботов получили проскальзывание 10-10? 100% получают. Это его риск, Ну, да. вот он ответ. Хорошо, если вы говорите про высокочастотный трейдинг. Я просто расскажу, о чем, почему этот вопрос, ну, глубоко в теме, скажем так, поэтому этот вопрос мне очень интересен. Во-первых, высокочастотный трейдинг – это немножко другая история, совсем другая история. Высокочастотным трейдингом занимаются квант-трейдеры. Это история, когда ты берешь сервер, настраиваешь этот сервер на высокую частоту, приезжаешь в регион, где есть биржа, договариваешься с партнером, например, условно там в Бразилии, а со вторым партнером договариваешься условно в Гонконге. Приезжаешь на территорию Бразилии, где есть бразильская биржа, и приезжаешь на территорию Гонконга, где есть гонконгская биржа. И там у тебя в партнерах брокер. С брокером ты договариваешься на получение открытого шлюза, потому что брокер имеет лицензию, и у него есть открытый шлюз. Ты устанавливаешь у любого дата-центра свой сервер, настраиваешь его на работу с брокером, и у тебя есть открытый шлюз для высокой частоты. У тебя стоит один сервер условно в Бразилии, второй сервер у тебя стоит в Гонконге. Так работает квант-трейдинг. Но это делают отдельные компании, это не фонды. Это именно квант-трейдер. Это одна история. Высокая частота позволяет тебе масштабироваться за счет денег, а не за счет кредитного плеча, и получать примерно от 1 до 3% прибыли на дельта-нейтральных стратегиях. Понятно. Это одна история. Вторая история – это когда у тебя идет невысокая частота. Здесь речь идет о том, что ты, например, боишься открыть сделку. У тебя, ну, условно, ты открываешь раньше, чем надо, при этом у тебя есть стратегия. Ты сам ее сделал, эту стратегию. Вот ты сел просто, тебе понравилось, например, 3 индикатора, которые работают. Ты понимаешь, что 3 индикатора вот работают, условно, здесь они пересекли сверху вниз, здесь справа налево. Условно, у тебя есть один индикатор трендовый, второй индикатор у тебя обратно трендовый, третий индикатор у тебя импульсный. Ты между ними построил какую-то стратегию, по которой ты торгуешь сам визуально. Ты же можешь ее автоматизировать очень просто. Ты можешь ее автоматизировать просто тупо через TradingView. Есть такое понятие, как веб-хук на TradingView. Это настраивается, и твоя стратегия с TradingView будет открывать тебе сделки на бирже. Да, там может быть проскальзывание, но здесь речь не о высокой частоте. Ну, о каком проскальзывании говорить, если он будет покупать по рынку? Он купит рыночный ордер условно по 60, потом купит рыночный ордер. Там нет лимитного ордера, там рыночный ордер. Там в любом случае цена будет не такая вкусная. Но там можно сделать условно настройки, когда он будет покупать на следующей свече на откате. Это можно сделать. И ты просто будешь с себя снимать, условно отдавать от себя вот тот фактор страха, который у тебя возникает либо при удержании позиции, либо при ее открытии. Вот о чем речь. И называя здесь трейдером, ну понятно, что там 30 человек, трейдеры это вопрос. Да? Потому что, ну, я вообще считаю себе, что трейдер это совсем это чувак, который сидит перед 10 мониторами с круглыми глазами с утра до ночи в банке или там в проб-компании или где-то еще. А здесь мы как бы, ну, я бы назвал это розничные спекулянты, розничные торговцы, ну, скорее всего, или увлеченные биржевой торговлей люди. Условно трейдером здесь назвать сложно. И я вообще себя никогда трейдером не считал, не считаю до сегодняшнего дня. Я скорее увлеченный биржевой торговлей, в большей степени предприниматель даже, наверное, чем трейдер.
Потому что трейдер это такой с толстой жопой в очках чувак. Ну, не всегда с толстой, это может быть женщина. Но условно чувак, который сидит, у него 5-6 мониторов, и он вот там непонятно, что мониторит. Справа у него новости, слева у него там идет YouTube ролик какой-нибудь смешной, посередине два графика. Он сидит и что-то там отгадывает. Вот это, на мой взгляд, трейдер. А здесь другая история. С точки зрения автоматизации, я считаю сегодня, почему это важно, потому что вот история BlackRock, кстати, то, о чем я не досказал. Вот история BlackRock, помимо того, что у них везде уши торчат в каждом бизнесе, как они появились вообще на свет, почему они получили такой успех. Об этом мало кто, наверное, знает. История BlackRock связана неразрывно с алгоритмической торговлей. Они бы не появились на свет, никто бы им ничего бы не доверил. В принципе, вообще, когда их никто знать не знал, и они вообще в принципе не существовали еще. Они тогда только даже название себе выбирали. Чувак, который его открыл, он в принципе вылетел в трубу. Потом случайно у него произошла встреча с другими двумя чуваками, один из которых был отличный математик. На тот момент условно такого количества инструментов для того, чтобы построить алгоритмическую торговлю, как сейчас, не было. Они тогда создали первый прототип проекта, который до сих пор у них существует и занимается у них основным видом деятельности. Этот проект называется Aladdin. Он встроен внутрь системы BlackRock. И проект Aladdin это не что иное, как алгоритм по оценке и управлению рисками. Вот еще раз. Ребята пошли не от нападения, а то, от чего многократно все кругом говорят, они пошли от защиты, от дефа, депозита, они пошли от управления риском. И именно этот проект позволил им привлечь первые частные фонды и частные деньги. Этот алгоритм показал, что управляя рисками, это единственный инструмент, который отличает сегодня условно нас от, я не знаю, как этот чувак называется, который погоду управляет, предсказывает, синоптика. Да, Понимаешь, да? хотел сказать трейд, да, хотел сказать титулер. Синоптик, он же предсказывает погоду, да, у него там есть где-то, у него там зонд стоит, ну, у тебя индикатор стоит, у него зонд. Где-то он там смотрит на исторический факт, синоптики оценивают временные ряды, если, чтобы вы понимали, да, у них идет оценка временного ряда и событий, которые происходили за весь период, там, за 100 лет, вот сейчас говорят, в Москве выпал снег первый раз за 100 лет. Откуда они знают? Потому что они оценивают временной ряд и знают, когда что выпало, в каком году. Они предсказывают потенциальные события, в том числе с оценкой временных рядов. И у них есть алгоритмы оценки временных рядов. Только у них, если они условно предсказали тихую погоду, а у тебя шторм появился, и корабль перевернулся и утонул, они никак это исправить не могут. А у торговцев биржевых и у биржевой торговли есть то, что нас исключает из этого правила. При оценке вероятности у нас есть возможность управлять рисками. И вот не будь Мгм. дураками, почему они стали такими богатыми, такими всесильными, BlackRock. Первый их старт был именно с алгоритмов. И сегодня алгоритмы позволяют в действительности, мы же смотрим на индикатор же тоже алгоритм. И в принципе, какая разница, ты нажмешь на кнопку, когда у тебя условно идет пересечение двух кривых, и ты считаешь, что сейчас есть перегретость там или недогретость чего-то еще, и ты принимаешь решение войти в позицию, да, вот тут, например, когда у тебя произошло событие пересечения двух кривых, и ты считаешь, что, значит, все упадет. Или ты делаешь это автоматически. Но нужно учитывать, что при автоматизации сегодня есть такие элементы, которые позволяют тебе защитить не только и управляя рисками, защитить не только конкретную позицию, а защитить весь твой портфель, оценить весь твой портфель, ребалансировать весь твой портфель, понять, как и когда и в какое время это сделать, и остановить твой портфель в случае, если происходят какие-то события, которые на сегодняшний день могут на него повлиять. Либо предупредить тебя уведомительным порядком, либо сделать это автоматически. И вот если сегодня считать автоматизацию, вот у вас другое время, я считаю, что это признак профессионализма, а не слабости. Отталкиваясь именно от крупного фонда, это, мне кажется, признак профессионализма. Это то, что сегодня может помочь совладать с эмоциями. Но это должен быть продукт, сделанный с глубоким пониманием и дающий глубокое понимание того, как он работает и почему он так работает. Я не говорю про искусственный интеллект, который должен сам открывать и закрывать сделки. Это утопия сегодня, потому что это будут ошибки. То есть искусственный интеллект может оценить разово, вот условно ты, и то это не чат, а это и агент. Он может оценить разово огромное количество данных, переработать и выдать тебе это количество данных при правильном промпт-инжиниринге. Но
открытие и работа на бирже происходит с посредством и с использованием финансовой инженерии. Это чистая алгоритмика. И вот то, что вы сказали про квант-трейдинг, это финансовая инженерия. Вот по этой карточке. Ребят, в чате, кто что пишет, вы пишите вопросы какие-то или что посмотреть, мы в конце глянем. Сейчас просто пройдемся быстро по общей тематике. Ну вот МС считает против, вы тоже ответьте, может быть, вы считаете, что вы думаете по этому поводу, стоит ли использовать автоматизацию в целом, признак это профессионализма или нет. Я не говорю о банальных гриботах, это утопия, сразу могу сказать. Я говорю об профессиональной автоматизации, которая касается вот финансовой инженерии. Потому что, в принципе, построить себе самостоятельно стратегию сегодня с теми технологиями, которые есть, может человек, который в это погрузится, и через 2-3 месяца у него будет хороший результат. Тем более существует там бумажная торговля, существует тестнет, да, у того же там Bybit, например. И можно это обкатывать, не затрагивая свой депозит, если вы увлечены торговлей. Так, следующее. Следующее, что я хотел. Что у нас там? Седьмая. Седьмая. Ну, я знаю ответ на этот вопрос, МС, сейчас я его открою. Я думаю, что я угадаю сейчас, да? Что ты выберешь, купить сейчас на просадке, ну или сидеть ждать, когда там начнет расти и зайти уже на 30% дороже? Мне кажется, я знаю на этот вопрос ответ. Но вы ответьте. Я должен ответить, да? Но это вопрос вам, конечно. Я же вас пригласил. Если у человека нету никакого плана, и он заранее не составлен, нету дневника трейдера, нету листочка перед собой, где он написал бы, я куплю на $100 при цене, к примеру, как вы сказали, 60 тысяч. Если такого плана нету, вот я посчитал, что прямо сейчас надо срочно купить, это паническая покупка, и как будут панические продажи всегда. Поэтому, если нет плана, соваться в трейдинг нет никакого смысла. Составьте сначала план, подумайте над планом, потом намного будет легче. Вы будете понимать, почему вы здесь зашли, с какой целью вы здесь зашли, по какой теперь цене будете продавать, если купили. Или, например, вы купили там выше, и по какой цене вы хотите продать. Сколько, опять же, здесь зависит от жадности и от ума трейдера. К сожалению, 99,9 людей, которые пришли в трейдинг, пришли по наитию, когда друг сказал, слушай, там можно сейчас заработать 100-500 миллионов процентов. Прямо вот сейчас срочно купи, а потом разберемся. Все срочно покупают, а потом думают, блин, нафига купил? Вот опять же, пусть плюс поставят люди, которые именно так и купили или так продали. Но ведь никто не покупает, потому что составили план. Никто. Чтобы составить план, нужно иметь, по крайней мере, хоть какие-то базовые знания. А если нет базовых знаний, все это будет просто торговля по наитию. И не более того. А торговля по наитию– это подарить деньги тому, кто хоть немножко знает. Так что все это не знаю, купить на 30% дороже, но с гарантией. А кто гарантии даст? Вы где? Никто, конечно. Да? Ну В, хорошо. это- Никто. в, это- в этом-то с гарантией что имеется в виду здесь? Она же в кавычках. Ну, Гарантии, купил гарантии биткоин, имеет... Нет. да, купил биткоин, а тебе на почту приходит гарантийный талон, Да, заплати по что гарантии. да, да, по гарантии бабки верните, делаешь лицо какое-то, как ее называют, который дом там продавала, и все. Здесь, Я купил, потому что был не в себе. здесь гарантия имелась в виду в другом чуть-чуть контексте. Ну, есть же понимание, да, то есть, ну, условно в торговле, по крайней мере у меня, да, ты определенно можешь определить тенденцию, определенно, вот в Елена, этом. вот Елена поставила плюс. Сейчас. Честный, порядочный человек. Вот уже можно общаться с Еленой. Елена Будем молодец. общаться с Еленой. Да, вот люди так и покупают, потому что не хотят учиться. Гоша подсоединял у себя в чате кучу обучающего материала. Чем закончилась Гоша? Я просто разобрал этот чат и закончился на этом.
И Ну, а он, не, закончил с он там есть, обучением. но его нужно искать условно по хэштегу индекс рейт обучения. Заходите в поиски. Да, и Но я просто придется больше, теперь искать. да, ты вот так отдельно, смысла не было этим всем заниматься, Ко потому мне что, на Бусти люди не заходят, а там очень много материалов, которые обучающих, как пользоваться индикаторами, как какие стратегии людям выбирать. А никто не идет, не хочет, потому что, вот, например, YouTube, чтобы посмотреть, надо включить 10 VPN в 22 раза, накрыться одеялом, чтобы никто не видел, и посмотреть трансляцию или видео. А на Бусти не нужно этого делать. Заходишь на Бусти совершенно спокойно, и все эти те же самые видосики там есть, смотришь спокойно, учишься. Так что, Елена, заходите на на Бусти. самом деле просто Гоша не занимался продвижением Ютуба, За почему? а это надо все время этим заниматься, тогда будет много людей, они будут подталкивать других, будут задавать больше вопросов. Ну, я И этим, вам придется возможно, займусь. отвечать, точно, Придется да. отвечать мне или администратора находить, который будет на Капец. них отвечать. Или И все администраторы прикрутить туда и разбежались. яишку, чтобы она сама отвечала. А она Сделать, будет врать. почему? Сделать ее себе подобной, снизить температуру, врать не будет. Да вы что? Ну, с яишкой она тоже будет Она, работать, она не просто так же она жирует. съест съест ваши все токены, и все, Да нет, и память потом грызть начнет на вашем смотря какая серваке. яишка, А память сейчас дорогая. для чат-бота не съест. Кстати, то, о чем я говорил, почему вопрос гарантии, да? Условно, вот Мгм. если ты смотришь на график сейчас, ну, ты понимаешь, Мгм. что падение, скорее всего, будет продолжаться, либо будем флетить в этом, условно, Да вы падение, чё? боковик на падении. Ну, потому что сейчас А я все ИМАшки, рассчитывал на отскок. условно, отскок это не рост. На сколько вы можете растить сколько угодно, у вас же не А развернулась цена. никто, а никто и не говорит о том, что должен быть какой-то еще рост. Я рассчитываю на отскок. Ну, Поскакать еще немножко надо. если локальные трейды, да, речь-то идет сейчас не о локальных трейдах. Я имею в виду, да, вы заходите в позицию А на глобально покупку. тоже рост? У нас А, глобально с 2009 года идет рост. Сейчас у вас тридцать рост? процентов в год. У меня? У меня Не, вот сейчас всегда на рост. графике рост. Ну, не падение точно. А что? Ну, посмотрите, где было падение. 15, это там было падение. А сейчас цена находится. Сколько там? 64. Мы 64. сейчас находимся в даунтренде. Вот, А, вы относитесь, опять же, видите, локально. ну как Вы локально, на путаетесь. недельном таймфрейме, Вы путаетесь в показаниях. на недельном таймфрейме, Так и если вы запишем говорите, в протокол. если Владелец если вы канала об общей путается в истории, показаниях. нет, если вы об общей истории, когда биткоин там стоил доллар и сейчас, ну да, он в глобальном росте, понятно. Вот. Но сейчас у нас Вот видите, локальное опять. падение, если вы его называете локальным, то имеется в виду, когда ты заходишь, когда условно все ямашки у тебя будут внизу, у тебя свечки будут уже Семечки. зеленые, и условно у тебя уже есть условная какая-то гарантия того, что вроде бы все развернулось и с большей степенью вероятности будет рост. Вот об этом Когда была все карточка. машки внизу, уже можно торговать, да. Да. А, Прям на машках. В принципе, Какой там был наверное, вопрос? Девятый. Или, сколько карточек? Восьмой, да? девятого нет. На девятый Не было. вопрос, он был не девятый, он был восьмой. Вы на него ответили, мне кажется, уже. Этот вопрос был про стоп-лосс. Вы на него Что ответили. ж такое? Когда я успел? Ну, Все время молча вы сижу. про стоп-лосс вначале уже ответили. На все вопросы. Вот, ну, условно. Хорошо, люди, давайте с вами пообщаемся, кто Давайте находится мы в нашем перейдем чате. к Карточки графикам. закончилась. Карточки Владелец закончились. путается в показаниях, да. Так что у нас есть... О, выбрали стоп-лосс. У вас вот Я, восьмая карточка есть, оказывается. я показал, я его сказал убрать. Ну, давайте верну. Я? Нет, Все, вот. вернул обратно. Да. Если бы у вас был выбор, знать точно... Опять убрали. Ну ладно, не хотите, Вернул. не надо. Да? Вернул. Люди, Да, да. давайте пообщаемся, а то у нас так и будут карточки мелькать, аж это. Вот опять появилось. Давайте это пообщаемся. Если есть у вас вопросы по крипте, по Вон, трейдингу. давай сначала прям по чату. Чат небольшой, он проскочил. В общем, понятно, здесь, чтобы ты выбрал по точную цену, узнать, когда будет точная цена, но не использовать стоп-лосс, или иметь идеальную торговую психологию. Но я бы выбрал, естественно, там, где я могу использовать стоп-лосс. Ну, понятно. Вы, я думаю, тоже, вы уже об этом сказали. Вот. Димасик спросит, покажите атом. 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 Нате вам атом. Сейчас Димасик покажем атом. Давайте нефку. Сейчас я закрою индикатор, а то тут
Да, Сейчас удалите все индикаторы, они как-то я их страшно удалять не выглядят. буду, я их просто закрою. Да, скрыть. Сейчас, секундочку. Уберу вот эту историю, чтобы она не путалась. И оставлю атом вот в таком виде, только бишку открою, мне для визуализации она нужна. В принципе, все. Вот он атом на дневке. Ну вот посмотрите, с декабря прошлого года по сегодняшний день атом пока еще вроде как держит, уровень не падает. То есть он находится где-то там примерно на поддержке. Если смотреть так, ну, график не дергается, то он мне все Нет, мелькает, мелькает. я бы его поставил просто на недельку и посмотрел бы свои лои, он переписал или нет. Не переписал, вот что я хотел посмотреть. Он сейчас на них. Знаете, вот для ориентира. Сейчас скрою регрессивный канал. О, неделька. Так лучше? Ну, наверное, да. Вот еще вопрос задать. На 8 марта отскочим. Здесь дальше идет запятая. Потом надо бежать с рынка. А что 8 марта будет? А, Клара Цеткин проснется или что? да, что будет страшного на 8 Если марта? Вот Клара Цеткин скажите, мы не в проснется, будет курсе. страшно. Согласен. Точно, и Роза И Люксембург. Роза Люксембург А вот страшно будет. страшно, да. Страшно будет. Я, Буду бежать не только с вот, рынка, из Москвы буду бежать нахрен. если, До, да, не Можай, проснуться. до Можайска, на Бородинское поле буду бежать. Ну, а почему отскочим или бежать надо? Отскочим — это хорошо, будем продавать то, что купили на Не, ну дне. сейчас, наверное, Не купили напишет, на дне, да. сейчас, наверное, напишет, о чем Почему? Вот, то речь. есть вы скажите, да, почему именно отскочим и почему надо бежать? Дальше. Как точнее подобрать стоп-лосс под конкретный актив? Особенно интересно с большим плечом. Вот смотрите, если вы Мгм. хотите подобрать стоп-лосс, то вы должны иметь стратегию. И эта стратегия должна быть у вас написана на листочке. Что вы, например, входите по цене, к примеру, 1 доллар, а выходите при цене 1 доллар 20 центов. Вот это ваша торговая стратегия, положительная стратегия. Это если вдруг трейд идет в вашу сторону. Если трейд не идет в вашу сторону, у вас должен быть стоп-лосс. Здесь вы должны очень четко понимать, как работает стратегия стоп-лосса. Если вы готовы потерять, к примеру, 1%, 2% от суммы депозита, то в таком случае вы ставите на 1-2%. Опять же, вы должны уверены быть, почему конкретно вы входите по 1 доллару. Нет ли каких-либо зон интереса ниже 1 доллара? И если у вас есть зоны ниже уровня 1 доллара, зоны интереса или зоны неэффективности, они так называются. Если в зоне неэффективности у вас присутствует желание крупного игрока еще купить, значит стоп-лосс вас точно снесут. Поэтому стоп-лосс вы рассчитываете конкретно под каждый актив только после того, как вы перешерстили весь этот график. Никакой этой интуитивной торговли у вас быть не должно. Если вы уверены, что вы точно 100% идете вверх, ставите стоп-лосс на ближайший уровень 1-2%, то есть та потеря, с которой вы готовы смириться. К примеру, это если по-правильному торговать. А если не по-правильному, то зная, что, например, вас могут вынести с большими плечами, то в таком случае вам надо рассчитывать стоп-лосс, ну, например, 100 долларов вы вносите в сделку, на 1 доллар вы в сделку входите, можете потерять 10%. Тогда, ну, логично, что 10% от сделки вы потеряете. Но к этому, опять же, надо прийти и сказать, и это моя такая стратегия. После 2-3 выносов, например, следующий вы приносите с плечом там 5, 10, 25, 50, вы приносите себе прибыль, которая покрывает не только ваши убытки, предыдущие 2-3 выноса по 10%, но и вы зарабатываете на этом 30-50%, тогда это вот ваши деньги. Вот как вы торгуете. Ну, еще есть такое понятие, как оценка риск-прибыли, риск-ревардс. Надо тоже понимать, что там в зависимости от того, от степени риска, который вы на себя хотите взять, и вы рассчитываете, какой стоп-лосс вы поставите.
Вот человек, который у нас постоянно присутствует на стримах, спрашивает, удивительно, раньше были стримы большие, большие в каком плане, по времени или по объему? Много кто про монеты спрашивал разные. Сейчас мало вопросов. А мало вопросов, знаете почему? Потому что, первое, люди напуганы, раз. Во-вторых, люди без денег остались, потому что 10-10 оставшихся повыносили, еще повыносили вот в феврале, в первых числах февраля. Люди боятся. А это опять же испуг, это опять же индикатор для рынка. Поэтому мало кто набирает. Я покупаю. У меня стратегия была, у меня сработали некоторые ордера на покупку, то, что я хотел докупить. Я не говорить, что я заново там что-то купил. Один человек меня спросил, как вы поступили с теми деньгами и с теми кошельками, с тем кошельком, который вы набрали монеты чуть выше, а я действительно выше покупал, я рассчитывал, что мы так сильно не будем падать. Я человеку ответил, а я создаю второй портфель. Тот портфель, он у меня собранный, я на него рассчитываю, что он в будущем подрастет. Для меня нет временного интервала продать завтра. Поэтому я набираю второй портфель. Но второй портфель я набираю с другими активами. У меня есть другие активы, которые себя показали более жирно на вот этом спаде, которые показали более жирно на то, как они себя показывают на росте. Вот именно поэтому. Многие люди этого не делают, не формируют второй портфель, не готовы смириться с потерями и не хотят заносить новые деньги. Один человек, на которому я, значит, рассчитывал, что он, ну, серьезный, по крайней мере, трейдер, он мне недавно сказал, продам все к чертям и выйду с рынка. Я говорю, ну ты же дорого покупал, у тебя дорогой ход. Он говорит, мне все это достало. Вот поэтому мало задают вопросов. Именно поэтому мало. Это психология, это рыночная психология. Зачем сюда пришли крупные игроки? Забрать наши деньги. Вот таким образом они забирают деньги. Причем это Если вы им каждый год сейчас происходит. Каждый раз. да, это каждый день. Это происходит каждый день. Каждый день пугает. Люди не хотят учиться, они не хотят понимать, как строится маркетинговая стратегия крупного игрока. Они не хотят учиться о том, как рынок ходит. Тот же самый, вот, например, найти зоны эффективности и зоны неэффективности, как найти точку входа, как правильно нарисовать зону поддержки, зону сопротивления. Да ценовой канал половины людей, которые сейчас на стриме, да какой половины, могу с уверенностью сказать 70%, ценовой канал люди не смогут нарисовать. Потому что не учатся, а и не хотят учиться. А это плохо, это неправильно. Вот опять же, Гоша, он вложил усилия для того, чтобы в своем чате сделать обучалки. Вы думаете, кто-то эти обучалки смотрел? Нет, не смотрели. Нет, не смотрели. У меня на Бусте очень много обучающего материала. Очень много. Недавно было уже 1010 постов с видео и обучалками. Кто-нибудь, думаете, смотрит? Никто не смотрит, никому не надо. Поэтому так и получается. И опять же, вы спрашиваете, а что достало человека, если в долгосрок пусть лежит хоть 2 года, хоть 5 лет? А вот здесь надо хлопать в ладоши по поводу того, что вы так рассуждаете, что ну и пусть лежит 2 года. Очень большая опасность того, что то, что лежит у вас 2 года или 3 года или 5 лет, как вы написали, может быть, что-то из этого совсем пропадет с рынка. Но то, что останется, возможно, через 3-5 лет принесет вам заработок в десятки раз. Опять же, все учитываем не только в десятки, просто в 10 там раз, а в десятки, 20, 30, 40, 50 раз. Такое возможно. А возможно почему? Экономика лучше не становится, денег печатают еще больше. Оказывается, Америка теперь на своем сайте долговом разместила информацию о том, что они готовы принимать пожертвования на погашение госдолга. Вообще чушь собачачья вот такие вещи делать. Но Америка это сделала. Представляете? Собирают. МС, усреднение монет неэффективно, смотря каких монет, это раз. Во-вторых, если это в вашей стратегии, то есть вы открываете дневник трейдера, смотрите, моя стратегия усреднить вот на такой цене, если цена туда придет. Все, пожалуйста.
Если у вас такой план есть, усредняйте. Нету плана, опять же, это получается, что это просто интуитивная какая-то торговля, которая ну, не должна иметь места. Есть вопросы еще по крипте, давайте поговорим. Есть желающие? Можем в стрим вывести вообще в открытую, чтобы вы с нами разговаривали. Вообще без проблем. Кто хочет в стрим, пишите плюс. Сейчас будем впрямую общаться. Будете задавать нам провокационные вопросы и получать в ответ провокационные ответы. Нет желающих? Вот так и понятно сразу. Ну, Гоша, никто не хочет с нами общаться? Я вам, Да. я Что вам вы что мне? показываю? Экран показываю. Вы мне показываете, с одной стороны, я вижу свое лицо и там это с рогами, а на втором экране это, ну, что-то. Свое лицо, говорит, с рогами. Почему свое лицо с рогами-то? А что я в этот показываю-то? В этот я показываю платформу свою. Ну, если нет вопросов, то в целом можем просто могу показать по Может, системе. Алла просит посмотреть лайткоин, она не видела. Лайткоин. Давай откроем лайткоин. Сейчас. Секундочку. Как отбирать низколиквиды? Вот смотрите, А зачем их вообще низколиквиды, отбирать их вообще? неправильно вы говорите, надо отбирать. Обязательно надо отбирать. Каким образом я это делал? Ой-ой. Я Что читал сказали? про каждую... Лайткоин, да? Лайткоин? Да, лайткоин. Я читал про каждую монету, что она из себя представляет. Смотрел, как работает команда, какие у них планы. Но вы же понимаете, что обещать не жениться. Например, хорошая перспективная монета была, этот, как он называется, который, Konami Pay. Нормальная была монета. Но ее просто взяли и убили, и бросили. Никто с ними Ключевое, не что стал была, да? работать. Ключевое, что она Была. была. Но при этом, если вы посмотрите на график, то можно было по одной цене купить и где-то там 2, 3, 5 иксов на ней заработать. Но же никто же не делал. Все что делали? Покупали ее в кошелек, складывали и думали, теперь я на ней заработаю 1 000 000 иксов. Потом монету грохалась, и все писали, МС Собака посоветовал фигню. Ну, вот такой МС Собака посоветовал фигню. Но вы же не стали думать своими головами, когда продавать. Тот же самый Heaven. Там же был отскок X10 со дна, когда делали exit pump. Кто-нибудь продал? Нет, никто не продал. Но МС Собака посоветовал Heaven. Ну, вот еще эфир классик потом просит. Вот этот лайткоин же смотрим, да? Лайткоин. Угу. Ну, красиво. В огромной зоне бычьей ликвидности. А вот его диапазон там на большом таймфрейме, на недельке прям индикатор у меня рисует. Прям тут даже говорить нечего. Вот сейчас мы в нижней границе этого диапазона. Вот верхняя граница диапазона, вот нижняя. Верхняя 115-140, нижняя, ну, наверное, я бы от нижней границы взял, но вряд ли. Вот он сейчас не находится, от 50 до 70. Вот он в ней толкается, на дне лежит. Может грохнуться. Потенциально, да. Все, Ну, может потому грохнуться. что это, ну, это все может грохнуться, слушай. Ну, так Да, говорит, может ли грохнуться? Что угодно. Газпром не может грохнуться, что ли? Он и вообще, в может. принципе, может грохнуться, не только на бирже. Ну, Представляете, если это, Газпром может грохнуться, лайткоин может улететь в пропасть. ну, конечно, может. Тут вопрос еще раз, интересен ли он? Вот про низколиквидные, вы считаете, что их надо покупать? Я считаю, что к ним подходить даже близко нельзя. К низколиквидности. Почему? Неправда, неправда. Если вы Ну, берете 2-3 неликвида с надеждой на то, что хотя бы один из них заработает вам, к примеру, э, 10 иксов, к примеру, если, ну, образно говоря, то есть вы мечтаете об этом. Даже если 2 грохнутся, а вы заберете, к примеру, 2 икса, это покроет все убытки. Потому что если вы на все низколиквидные вложили всего $100, а заработали на этом 200,
то вы покрываете не только убытки с предыдущих двух мелкокапов, но при этом вы еще и зарабатываете плюсом $100. Все довольны. Это Опять, стратегия, согласен, не это спорю. стратегия не жадности. Если вы жадный человек, у вас будут убытки, потому что жадным ничего не дается. На касте можно было заработать 2,5 икса. На касте, как только вы увидели господина Рунфельда, можно было сразу подумать, что что-то здесь хитрое есть. Два Карла, да? Где там два Карла? Там же Карл, знаете, да? Да, Там да, не да. Рунфельд это делал, он просто лицо, ну как сказать, он Лицо? этот, как сказать, амбассадор, инвестирующий туда. Вот есть Амбассадор. инвестирующий амбассадор, есть не инвестирующий амбассадор. Он инвестирующий Ну, амбассадор. Но там делал все за спиной, стоял другой, второй Карл. Там два Карла. нет, это на самом деле, это называется ментальная интервенция, когда э, уверенный в себе человек бьет себя в грудь и говорит: я лично знаю, что эта монета принесет 100-500 миллионов Ему. денег. Ему, да. Он же Нет, не... не ему. А Я не вообще говорю про кому-то. него. Я говорю про этих, как его, желающих рассказать про эту монету на этом, как на ютубах. А, Вот вам желтая стрелка на 100 иксов. Вот здесь она надо продать. И люди берут ее. Вот, дальше. что думаете У по некоторых номинациям? монет, у некоторых монет есть свой стейбл. Есть ли у Есть. них будущее? Возможно. Возможно. Например, А у Терры был, берем... да, свой стейбл или у кого? Да, у Terra Luna был там Ага. свой этот Был. Вот стейбл. ответ, ответ на вопрос. Был, да. Или, например, у той же самой, как его называют, PayPal, сделали свой стейбл PayPal. Но Мгм. если кто-то читает новости, и кто-то хоть немножко следит за моими новостями, все знают, что конкретно у этого стейбла есть специально код для замораживания на любом кошельке. На любом кошельке они могут заморозить эти деньги у PayPal. Опять же, кто такая PayPal? Какая-то коммерческая компания, которая никто не знает, где она там чего будет вам делать, в какой момент она вам ставит палки в колеса. И на этом люди попадаются. Поэтому надо аккуратно смотреть, с чем вы работаете. А точнее, надо смотреть вот что. А, Эфир классик Например, просили посмотреть. например, биржа Binance решила встать в мостик и помочь Трампу протолкнуть USD1 стейбл, который точно привязан к доллару. Как он может быть привязан к доллару, если он не имеет обеспечения? А какое у него там обеспечение? Придумали какое-то обеспечение в виде конкретно бумаг этих treasuries. Но USDT то же самое, но сидит на обеспечении на treasuries. Скорее всего, их там будут двигать, поэтому они что сделали? Они покупали золото, накупили 140 тысяч тонн золота. И теперь у них монета золотая есть. Вот они делают. Вот туда надо смотреть, а не на то, как какой-то непонятный банк, не какая-то непонятная компания сделала деньгу, которая не имеет обеспечения, или имеет обеспечение в узком кругу этой компании. Очень опасно. Ну, я имею в виду и монеты тоже так же. Лично я, как низколиквиды, как только делают X3, половину сразу продаю. Браво. Браво, так и надо делать. Низколиквиды очень недооцененная тема. Совершенно с вами согласен. Я именно так и делал. Кто-то меня в хвост и в гриву за эти бедные неликвиды, там эти мелкокапные. Ну, а я их продавал. Посмотрите, тот же самый ЗИ. Все сказали, ЗИ плохая монета. Если вы посмотрите на каждый пик, практически на каждом пике я продавал. В части иногда бывал продавал даже по 80% накопления. Я на них заработал намного больше, чем вложил. Прям намного больше. МС, добрый вечер. Интересно ваше мнение, где дно по биткоину? О, А то я сказал, а вы не сказали, а, видите? да, я сейчас скажу. У Ломоносова был стих: «Разверзлась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Это вот это вам про биткоин. Если сейчас экономика
Ввиду политической несостоятельности Трампа, а у него явная уже политическая несостоятельность, я это вижу то, как он делает, я вижу то, как люди выходят из его партии, как ближайшее окружение переходит в стан этих демократов. Я это вижу. И то, что сейчас будет происходить в экономике, его будут пытаться подвинуть, а это значит, что отменить его решение. Помните, когда Трамп пришел к власти, он кричал: биткоин наше все. Что-нибудь сделано из биткоин наше все? Нет, не сделано. Где-то даже новость у меня была, что при помощи Трампа очень многие люди стали миллиардерами. Миллиардерами. А потом я там внизу подписал: всего 8 человек, и они окружение Трампа. Триллионерами. И они все знали инсайдерскую информацию. И они торговали. Но биткоина там нет. Он не стал обеспечением или еще чего-то, не где-то он там лежит. Они его не покупают, они его отбирают. Значит, есть вероятность того, что в ближайшее время на политической арене что-то должно произойти, либо в экономике что-то произойти, что может толкнуть биткоин как вниз, так и вверх. Поэтому дно прогнозировать сейчас в данной ситуации, да это глупо. Это вот знаете, когда два соседа дерутся, а ты стоишь и делаешь ставку. Сейчас соседу слева разобьют мордаху. А другой говорит: вы знаете, наверное, скорее всего, соседу справа. А потом, когда на них смотришь через полчаса, у них мордахи у обоих разбиты. Поэтому сейчас вот именно тот момент, когда лучше не делать ставки. Сейчас надо просто посмотреть, где и закончится каким образом. По поводу чисто технически. У нас есть 200-я скользящая, плюс у нас есть справедливая цена. У нас есть индикатор VWAP. Можете посмотреть на индикатор VWAP. Можно Средневзвешенные объемы. Да, можно определить, где, на каком уровне идет накопление. Вы можете посмотреть метрику о том, что делают конкретно крупные игроки, накапливают или продают. И только после этого вы сможете сделать для себя лично, наверное, громко скажу, открытие о том, что биткоин пойдет вверх или вниз. Смотрите, что делают крупные игроки. Один человек мне написал: вы видели BlackRock и Grayscale каждый день продает. А я человеку говорю: а посмотрите наш стрим с Гошей, где мы рассказывали, что такое формирование портфеля и как крупные игроки формируют портфель активов. И что такое баланс портфеля, когда, например, низколиквидных или высокорисковых активов в портфеле становится больше, они их продают. И наоборот, если у вас актив растет, то перекос кошелька и портфеля делать нельзя. Это называется баланс портфеля. Вот они этот баланс соблюдают. Что-то стало рисково, они его скидывают, чтобы весь портфель не просел. Это бухгалтерия обыкновенная. Просто посмотрите, кто последние дни покупал биткоин ETF. Вы говорите, BlackRock продает. 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля. Идет Все. покупки. 78, 300 миллионов, 275 миллионов. Потом раз продажи. Сбалансировались. Да, баланс Остальные стояли на высокого. месте 27-го. Посмотрите, никто. Вот маленькие покупки были у BTCO и у этого InvestCo, забыл, как эти называются, Франклин. Вот у них были небольшие, но это вообще мелочь. Основную историю ETF играет сейчас Grayscale и BlackRock. Вот они, вот их покупки. Прямо они на лицо. Вот Grayscale и их покупки. И BlackRock. Поэтому говорить то, что BlackRock там что-то продает, ну да, они сливались в середине февраля, они фиксировались. У них биткоин это какая-то там, я не знаю, ноль какая-то, ну представьте, у них там 10 триллионов, а весь биткоин 2 триллиона. Ну, они же 2 триллиона не купили. Они купили этого биткоина там на сколько-то там миллионов, миллиард, может быть, в общей сложности. У них это 0,01. Опять же, они это купили для кого-то, они не для себя, и в Не для портфель себя не купили, положили. они... Да нет, к ним просто, еще раз, к ним пришли люди и сказали: слушайте, там бабки делают. С наличкой, с наличкой. Да, там бабки делают. Они говорят: где? В биткоине. Да, вы что, это какой-то вот эта история. Ну подождите, регуляция же вроде как есть. А вон и президент орет.
А посмотрите, всем же интересно, а у них там 3 Ну, триллиона. он всегда орет. Да, а давайте мы как бы а чем мы на этом не зарабатываем деньги? Они посидели, покумекали, почесали репу, говорят, давай на это тоже будем зарабатывать деньги. У нас есть крупные там, условно, S&P 500, есть сотня NASDAQ, есть там высокотехнологичный кластер, есть, вот ребят сейчас нефть просили посмотреть, сейчас тоже посмотрим, есть сырье, сырьевые товары. Я говорю, ну давайте что-то диверсифицируем куда-то. Ну давайте, куда? А, слушай, это отличная идея. Когда он начнет падать, все техи за ним падают. Он начнет расти, все техи за ним растут. Он быстрее всех реагирует на всю эту историю. Давайте его купим в 0,1%. Ну окей, купили. Это то, что вот сейчас то же самое, что сейчас МС рассказывал про низколиквидные активы. То, что мне не нравится, вот ему нравится. И там вот ребят пишут, что тоже нравится, недооцененная тема. Ну, то А есть, мне не условно, нравится. ну, купить там на $100, там, я не знаю, если у тебя там $1000, или купить там на $1000, если у тебя там $100 000 в торговле. У нас с Гошей был стрим о том, как покупать низколиквидные активы, высокорисковые, сколько денег в это вкладывать. Прям чертили на экране. Посмотрите стрим с Гошей. Все это есть. У меня есть обучалка на Бусти, как торговать с низким депозитом, с маленьким депозитом. Заходите под этот стрим, вот в описании этого стрима, и там есть ссылочка на Бусти. Заходите туда и переходите, смотрите. Там есть часть стримов наши с Гошей, я туда тоже скинул. Там все они есть. Как торговать, сколько денег в это вкладывать, каким образом вкладывать, как деньги не потерять, или наоборот, как все деньги всадить одним разом и сказать, все, я поиграл на крипте, ура, достаточно. Гоша, я вас перебил? Не-не-не, я сейчас нефть хочу, я сейчас просто в отчет еще ее кину, посмотрю, что. Нефть? Я Да-да-да. нефть сегодня не покупаю. Нет, просто сейчас, секунду, я посмотрю, она у меня здесь есть вообще. Она должна быть уже в отчете. Сейчас. Сейчас нефть просили посмотреть. Слушай, она хорошо выглядит, что? В обычае. Да. Ну, Нет, просили, наверное, посмотреть это. нефть, что-то А, я помню про нефть тут писал в чате. Вот в чате написано, как посмотреть на TradingView. У вас там даже тикер есть. Посмотрите на TradingView. Вон, на TradingView у меня сейчас я открою, сейчас, секунду. Да. Я сейчас ее гляну просто. Если есть еще вопросы, давайте мы ответим. А если нет вопросов, сейчас покажем вам нефть, как она течет в разные стороны, и закрываемся. Угу. Но если нет вопросов, Резкий рост, заход- поддержка ОПЕК. заходите в чат Гоши, будем общаться напрямую, без всяких посредников. Заходите к нему, там ищите, у него есть обучалки. Ко мне заходите, есть обучалки. Смотрите, может быть, кому понадобится, понравится. Так, лады. Сейчас, Воды. Ему сейчас я плохо, дайте включу. воды. Сейчас я включу обратно. Ой, господи, эта мышка куда-то улетела у меня. Сейчас я включу обратно график. И давайте посмотрим. Вот она нефть. Вот она Красиво нефть. смотрится. Че, да, ну смотрите, все в поддержке, кривые в поддержке на дневке, на недельке. Дневка показывает бычью динамику везде, трендовые индикаторы в бычке. У RSI еще Спасибо есть Трампу. потенциал. Да, Да, он спасибо везде, он Трампу. создает, ну вот у меня даже отчет сформировал сейчас в системе, он тоже говорит, геополитика давит, давит хорошо, потенциал роста к 79, там посмотрим. Вот она шапка Да, здесь, и здесь вот сформировалась зона. все. Инфлоу в зеленой зоне. Инфлоу. Деньги заносит. Money flow зеленая. Ну, здесь, по крайней мере, все наверх. Все наверх. Да. Все, мы в прибыли, ура. Да, нефть просили. Здесь знаешь, что просили еще? Эфир классик, кто-то из ребят здесь писал. Эфир Эфир классик, классик, давай я его посмотрим, открыл, и давайте. потом, пока вы там рассказывали, я его уже обратно закрыл. Полез в свою эту. Сейчас я найду, где он, ETC. Вот. Простите, пожалуйста, да. Вот он. Вот он. Вот он. Вот так он выглядит. Ужас какой. Вот так он выглядит. Логарифмы включите, пожалуйста. Уф. Где она? Где она? Вот там буква К. Где она? Не И вижу я буква ее. К. Вот. Вот. Выше, выше. Все, нашел. Выше. Ой, Вы не подожди, то я не туда включили. нажал. Вы Да, индика, подожди, да, вот подожди, здесь. подожди, верну обратно. Да. Л логарифм. Л. О, страшно выглядит как.
Страшно, страшно. Все, продаем. А Купили подороже, по $100, продали по 70. не Сколько люблю, там, не 10 люблю, не люблю дайте. логарифмов. Не она мне как-то это. Почему? Не знаю. Не люблю. Как не люблю простые японские свечи, так и не люблю логарифмы. Необъяснимо. А Мне вот и легче, неправильно. мне легче Вот и смотреть на неправильно. Heiken-Nash. Я знаю, что неправильно, но мне удобно так. У меня с Вот, правой стороны цена не Heiken-Nash, вот а реально. вот поэтому вы и не любите низколиквидные активы, потому что не можете пользоваться японскими свечами. Я могу пользоваться японскими Вот он свечами. ответ. Я их не люблю просто. Вот поэтому и не любите А вот низколиквидные оно в чем активы. дело. А я тут думал, Вот, где-то проблема. конечно. Чем мне не нравится низколиквидный актив? Оказывается, все дело в японских свечах. Я не умею их готовить. Да, Не берете знаю. подсвечник побольше, да, и все, японские свечи вам зайдут. Ну чего, он лежит пока. Пока лежит. Когда следующий стрим? Вот это очень Пока плохой лежит. вопрос. Мы на него отвечать мы не будем, потому Я, что может, постримлю еще, когда МС может прийти вопрос. Я, наверное, мне что-то неохота делать видео, я буду стримить, может, кого-то приглашать. Если МС придет, вообще супер. я приду, если позовете. Да, буду Я звать. сейчас, Но я сейчас под таблетками могу каждый день ходить. под таблетками? Под таблетками я вас звать не буду. Если только вы мне не дадите такую же таблетку. Если Да. она хорошая, тогда, тогда позову. Че там, ребят, все? Вопросов больше нет? Или есть? Все, нету больше. Спросили про стрим, поставили вам сердечко. Поставьте лайк, пожалуйста, напишите нам что-нибудь поддерживающее для Гоши. Заходите в наш Поддержите. чат, Я будем пока целый день общаться, в да. разработке, мне меньше времени сейчас уходит на Да. это. Я Заходите в сегодня чат целый день общаться. разрабатывал портфель. Вот, пока вроде Кожаный. получается. Не, ну вот, а вы не видите его, да? Я вам сейчас раздам. Я Уже. вижу его. Да, я сегодня сейчас занимался разработкой портфеля. Вроде бы получилось. Вроде бы Ну, круто. получилось. Вроде получилось. Еще целый день возился с тем, чтобы добавить торговую панель для этого. Как его зовут? Чтобы можно было не только крипта, чтобы акции России тоже. Надеюсь, что получилось. Тинькофф сюда интегрировать. Вроде бы получилось. Но что-то... нет, получилось. Вот человек пишет, дно по, по биткоину 58 200, и это уровень 61% по FIBA на неделе. Супер. Прокомментируйте. Супер. Сейчас я посмотрю, я сегодня просто не успел проверить торговую панель. О, работает. Все. Супер. Прокомментируйте Почему она здесь? 61% по FIBA. Есть. Но почему-то сюда кидает сразу. Так, понял. Ладно, это исправлю. Что, 61% по Фибе? Сейчас, ребят, Да. секундочку, прокомментируем. Дно Что там по 58 Фибе? 200. Дно биткоина. 61% по Фибе. Скажете тоже на ночь глядя. Я вас, кстати, про доминацию спрашивал. Но мне так и не сказали, чего вы по ней А думаете. что с доминацией? А что по Да с ней ней ничего, думать? с ней Она все что? отлично, вроде она живая, все с ней Все, хорошо. все живая, растет, да. Падает, вернее, Недельку потом сказали, медленно, да? потом растет. Да, на недельке. Недельки. Чего там Фиба? Сейчас посмотрю, у меня Фиба какие-нибудь есть вообще. Может, у меня что-то есть. Э, Видимо, это какая-то 58 другая Фиба. 200. Какая-то другая Фиба, значит. 58 200. Вот недельная Фиба. Какая? Простая, с расширением. Какая Фиба? Перевернутая. Не понимаю, какая Фиба. Откуда тянуть куда? Откуда куда тянуть, да. Потому что этих Фиб может быть сколько хотите. Вот по Напишите росту. импульс откуда. По росту. Ну, я имею в виду, на ней уже неделька имеет в виду. Я с минимума до хаев. Вот есть, Так, и есть такая. какая там 61%? Это сколько? Там вообще 83. Э, Неправильно так, сейчас смотреть так. Нет, вы не перевернули ее, не конечно. перевернул, не перевернутая, конечно. Ну, один там этот А может перевернутая. Она наоборот перевернутая. Стоп, вот. из чата КК, он там это не умеет переворачивать фибу и смеется каждый раз, когда кто-то Я переворачивает не фибу. умею. Он 57 бесконечно. 802 я вижу 0,681, 0,618 Фибоначчи. Может быть, у нас свечки не те. Да нет, цена такая, свечки не имеют значения. Вот меняю свечки. 57 800. Да? Эту цифру называли. Наверное, да. 57 802. Я не, 58 сейчас. 200.
58 200. А у Месяц меня... растяните, вот как говорят. Месяц. Да, Месяц. Опять, наверное, не перевернутая. Сейчас. Вниз месяц. А что месяц? На 4 свечки растянуть или как? не Куда знаю растянуть? я, не знаю. Перевернуть. 57 800. Окей. Давай растянем вот так, что ли? И чего? Нет, это И, вот вы не и то что смотрите. Надо сделать? вы импульс смотрите. Я не знаю, чего. Ну, я просто спрашиваю, что, куда растянуть-то? Ну, вы Вот можете к это нам на все? стрим зайти и растянуть, показать потом. Если вы Да, скажите, готовы, мы вас куда пригласим, да. растянуть? Скажите, куда Импульс что? откуда куда? Импульс откуда куда? Минимальное значение до максимального значения. И мы Это не рабочая растянем. история. Подожди, может, старые какие-то фибы у меня тут, но они, мне кажется, уже мертвые. Им было кучу лет. Ой, я не Снизу буду это вверх. открывать. Не буду. Сни- с- Потому что вот тут Снизу только вверх. ваша таблетка не поможет, если с этим работать. Снизу Хотите вот вверх. снизу вверх. Да. От низа января 23-го, я правильно понимаю? 15, да, 23 января и до И верха, до хаев, которые у нас были в октябре 25-го. Вот она. до максимума импульса, да. Так, дальше что, переворачивать или нет? Ну, естественно, переворачивать, потому что Ну, мы же мало ли, считаем может, это и по импульсу, да, давайте 58 посмотрим. 430 есть у меня. Но это не 618. А какая? Это 382. Ужас какой. Так, если разобраться. 618, 58 400. 618 без переворота. 58 430. Ну тогда 618. Если не переворачивать. Но у нас сейчас локально-то вниз идет, надо же переворачивать, по идее. Тогда это будет просто с такой же цифрой, только 382. Но 382 не гарантия одна. Ну так правильно, потому что fair price должен быть на 0,5. Видите, 0,5. И fair price здесь справедливая цена у нее 71 300. Все правильно. Вот это вот сейчас правильный расклад. Вы переверните Fibonacci, у вас будет 382. 382 это не золотое сечение в прямом понимании. Вот, поэтому основное оно вот 1,618, 0,618 золотой карман. То есть, думаете, будет 42? Я думаю, что будет 194. Нет, 42. 236, но я же сегодня говорил об этом, М, что от 40 до 60 есть потенциал. Есть туда, Вот. вариант свозить туда есть. Вопрос. Смотрите, М, сейчас вот месячный таймфрейм, посмотрите на месячный таймфрейм, что происходит. Произойдет или нет? Вопрос. Сейчас есть отскок железобетонно, он, скорее всего, будет на месяце, потому что у нас очень сильно перегрет стохастический RSI, он развернется, но у нас основные трендовые импульсные волны идут вниз, и у нас снижение манифлоу сильное. Продолжится или нет, скорее всего, оно может еще пофлетить, потом продолжится. Но у нас за все время падения по манифлоу было только один раз, это 22 год. Но здесь, когда это падение было, посмотрите, где был трендовый алгоритм. TrendScore очень хорошо считает направление, прям идеальный алгоритм TrendScore. Вот он считает, это трендовый индикатор. Вот он прям четко показывает, что по тренду происходит. Ну, он смотрит сейчас вниз, но все еще в бычьей истории. Ну, то, что сегодня МС говорил. Смотрим вниз, но все еще у быков. Вот мы прям в бычьей зоне, у нижней ее границы. Поэтому толкнут вниз или нет, на месячном, ну, смотреть объективно можно, конечно, но сложно. Сейчас зона справедливой цены проваливается на месяц. Я бы лучше смотрел недельку. Более объективная картина видна на недельке. Вот маленькие цифры, я не вижу ваши цифры. Вот красная, вот это что за, Вот за здесь линия? Вот это, да. Сколько 42 там? 400. 236, подожди. Вот, я и говорю, Стоп, я же и говорил. на недельке это, подожди, с Вот, перевертышем. С вот, перевертышем, я все же и правильно у говорил. меня. 0,5. Все, Но здесь да, 0,5, кстати, не... Почему 0,5 да. здесь не попало? Здесь 0,5 на локальном импульсе попадет. Сейчас, подожди, проверю. Правильно я понимаю? 0,5. Нет, значит, на локальном вниз. Все. Правильно? Сейчас, подожди. 0,5. Почему она не попадает? Ду-ду-ду-ду-ду. Ладно, потом разберусь. Короче, Это же, 42, 58, 42. Ой, сегодня я говорил да, об этом. 60, 40. Вот, 60, 40, все 58, правильно, 42. все 382, правильно. 236. Так что здесь истину нашли. А здесь мы уже на недельке в Moneyflow уже в продаже. То есть оно уже внизу, мы уже глубоко внизу.
Поэтому потенциал, что они начнут отсюда выкарабкиваться, он большой. Что неделька четко показывает. Видите, почему месяц нехорошо смотреть? Манифлоу не видно. Здесь просто очень много нагружено. Мне понятно, не всем понятно. Когда много волн, сейчас я постараюсь их убрать, чтобы оставить только манифлоу. Чтобы меньше было. Это Дуглас Адамс, он же ответил давным-давно на этот вопрос. Когда пришли к нему и сказали там это, в книге-то этот, автостопом по галактике. Мгм. Думатель, мы захотим задать тебе вопрос о жизни, Вселенной и всего такого. А он и говорит, 42. Так и тут. Мы придем на 42. Вот 42 будет низом. Будем рассчитывать, что идем на 42. Но когда мы к нему придем, это еще неизвестно, потому что нам сначала нужно всю ликвидность, которая собрана, сначала отнести наверх. Вот как только вся ликвидность наверх будет отнесена от всех панических продаж, дурацких продаж, от всех, кто продался от страха, страховых продаж. Вот когда там все наверху продастся, когда закончится распределение, потому что я до сих пор считаю, что распределение не закончено, и вот только тогда у Не, нас будет. не закончено. Но вот я же говорю, сегодня мы это обсуждали. Оно еще только диапазон только начнет формироваться сейчас. Не закончено. Ну вот смотрите, да? Почему говорю, недельку лучше смотреть. Вот денежный поток. Ну сюда открывать, приближать не буду, но смысл такой же. Вот когда он во все периоды. Вот распределение. Кстати, последнее оно более четко покажет, потому что те циклы старые, многие открывают график и смотрят циклы старые, они уже не валидны. Конечно. Потому что, во-первых, истечение времени и утяжеление самого актива, то есть прошло время, пока актив стал тяжелым, это раз. Институциональное принятие, так или иначе, спекулятивное, там, не знаю, все сказали, что будут его закупать, не будут, оно все равно есть. Ну, если есть ETF, значит есть институциональное принятие. Ввели актив в большую игру. В малом дозе, в большой, это уже вторая философия. Но сам факт, что мы должны смотреть на последний цикл, он более информативен, что ли. И вот последний цикл, вот он, вот его период, вот он здесь есть. Причем у нас, по-моему, в июле еще не был принят ETF, правильно? Когда у нас приняли? Осень 20, осень 23-го, правильно? МС, помните? Это было на цене 30 с чем? 38, по-моему. О, На графике там должно было видно, посмотрите. 38. Ноябрь 23-го. Ну, правильно, я, значит, Ну не вот, ошибаюсь. ну да. Ноябрь 23-го. Да. То есть, вот это формирование, вот это вот период накопления, да, консолидации и накопления, он был еще до принятия ETF. Так что даже его во внимание, ну, брать так условно. То есть, это такая условная история. Нам нужно сейчас смотреть вот на эту часть, когда ноябрь был. Вот здесь, в районе тридцатки, кстати. И вот здесь Moneyflow очень четко показывает эти периоды денежного потока. Простой, на самом деле, не очень сложный индикатор, но он достаточно информативен. Мы только начали его формировать, вот смотрите. Вот Только Димасик сейчас. спрашивает, в каких ситуациях нужно смотреть или можно использовать инструмент расширения по Фибоначчи? Вот прямо вот вы спросили, буквально О, завтра, послезавтра у меня будет залито видео на Бусте по Фибоначчи. Уже там 2 я залил, и еще вот 2 у меня в ожиданиях. Либо завтра, либо послезавтра залью. Там как раз будет расширение по Фибоначчи, как использовать этот индикатор и инструменты. Так что заходите, смотрите. я Ага, сейчас... вот Марсель написал, использует совершенно верно, когда основной импульс закончен, и уже закончена коррекция по импульсу. Вот оно натягивается от низа начала импульса до верха импульса и до окончания коррекции. Дальше все у вас будет. Ну да. Только я над ним поприкалывался. Вот на графике Над сейчас кем? видно. Мне было нечего делать с этим расширением. Я взял его с самого начала, с Мгм. 2011 года. Просто ради прикола. С товарищем мы что-то сидели. И я его взял, натянул до пика, который был в 2017 году. Но 2017 год такой переломный. Он меня привел, собственно, в биржевую торговлю. Это отдельная история, случайно. Вообще в увлечение биржевой торговли. Я поэтому взял и натянул вот так. И, соответственно, построил это в качестве основного импульса, ну и до лоя, который был уже в 2018 году. И это еще было где-то вот в это 23-24 год. Даже не, ну да, это где-то 24, 23-24 год. И меня поразила одна история, когда потом
И мы что-то сидели и говорили, ну как ты думаешь, типа, мы уже прошли, значит, 1.618, все это прошли, по-моему, к этому моменту. Куда дойдет импульс? Я говорю, слушай, ну у нас два варианта, да, 2.618, 3.618, ну какие у нас варианты? И на тот момент я просто был поражен о том, где была последняя точка, откуда началось падение, вот это вот падение. Я просто построил в тупую. На самом деле это не так, неправильно строить вот так глобально, да, но он четко дошел до 3618, развернулся и пошел вниз. Формировать ручку. Помните, Чудо. да? Это чудо какое. Вот это была Чудо большая какое. чашка, да, и началась ручка. Чудо. Все эту чашку рисовали, кому не лень. Даже я Вот. рисовал у вас на стриме. Да все ее рисовали, она была прям настолько очевидна. Все. Прям все. Это просто, ну, все просто. Все, МС нарисовал, начали все рисовать прям подряд. Все рисовали. Не, я за всеми повторил. Да ладно. Все просто. Ну, а что, Ну выделяться реально, из толпы? куда ни ткнешь, я Глупость прям, какая. ну я как человек, у которого есть YouTube канал, смотрю же на эти, как это называется, превьюшки. И у всех прям эта чашка с ручкой нарисована, там, ну основных, условно. Ну, а мы что, правильно, мы что, дураки, нам тоже надо, значит, чашку Ну, рисовать. мы маленькие, там у них по 100 тысяч Ну, аудитория. весь сервис весь нарисовали вон доверх. Ну, наскальные граффити, что. Все, давайте заканчивать. Я рад был, что вы Ребят, меня спасибо, пригласили. кто пришел. Да, МС, вам огромное, большое спасибо, Да это ребят. вам спасибо, я сегодня посмеялся-то хорошо. Да, Да, рассмешил меня ну толпа хорошо. из 22 человек. Ребят, подписывайтесь обязательно, если вы еще не подписаны, будете смотреть этот обзор, ну, вернее, стрим потом. Подписывайтесь на канал, поддержите обязательно комментариями, чтобы алгоритмы YouTube его Заходите подхватили. в чат, общаться Полайкайте, заходите. да, Да. заходите в чат общаться. В Телеграм-канал скину сегодня, в Телеграм-чат, давайте так, в канал и в чат. По-моему, у меня в канале этого нет, все в чате, так что я скину в чат. Там будет ссылочка на индикатор, вот на этот, который я показал. Его так, по-моему, я его не бросал. Очень интересный индикатор, с которым Человек можно мне, играться. секунду еще, можно, Гош? Да-да-да, Человек мне, пока стрим идет, он мне почему-то не в стрим написал, может быть, заблокировали его. я его не блокировал А, никого. да, ну и значит я сделал. Написал мне в личный, вы еще ведете Бастион. Бастион еще веду, но я веду в основном сейчас Бусти. Основные все материалы у меня выложены там. Там больше всего. Бастион веду, но Бусти для меня как основной канал сейчас. А я Бастион удалил, а сегодня мне МС сказал, что, оказывается, я его тоже веду. Только я об Ты этом не вы знаю. его ведете, только почему не туда ничего и скидываете? Я шокирован. Я давно, уже полгода назад его думал, уверенно думал, что удалил. Сейчас после стрима буду пытаться сделать это еще раз. Не знаю, Да? для меня много очень, потому что большей частью сейчас занят разработкой проекта, поэтому и платформы, и хочу, чтобы она начала нормально торговать. Вот, и поэтому сейчас я занят этим. Угу. Вот, Все, до и вот этот свидания. индикатор скину в чат Positive Volume, так что заходите, подписывайтесь, его там можно будет забрать. Всем спасибо, ребят, большое До за свидания. ваше участие. МС, вам большое спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам. Надеюсь, что скоро еще увидимся. Ребят, вам хороших выходных и до новых встреч.